Так, друзья, всем привет! Вы на канале BLStream, с вами Михаил. Продолжаем мы прохождение Assassin's Creed Valhalla. У нас второе стрим прохождения. Вчера, да, была вступительная часть. Но пока такие смешанные, честно сказать, чувства по игре. Геймплей вообще не похож на предыдущий, как по мне. Вот, но, возможно, дело привычки. Приятного всем просмотра, хорошего настроения. Мы отправляемся во вторую серию прохождения по игре Valhalla. Какие у нас? Оказывается, я вчера, да, посмотрел, там, где моменты какие-то были непонятные, но в целом ассасины получили контракт, которые прибыли с нашим братом на остров. Был сам не... Как он? Кьотинг жестокий. Не он сам известен, но был на него контракт, а был его клан известен вне своих землях, а еще дальше. То есть репутация прямо его опережала. Поэтому прибыли ассасины. Вот. Победили мы вчера его, отомстили за батьку, как его, Варина. Да, взяли мы там топор, что-то прокачали. Надо, в общем, дальше смотреть, да, пробовать изучать. Крепость тоже захватили. Сынок этого жестокого, как он, Йовинг, короче, убежал. Может быть, потом встретится. Ну и отправляемся. Приятного, да, всем просмотра. У нас сегодня четверг, завтра пятница, завтра тоже ожидайте. Оптимизацию в графике сделал через GeForce Express. Посмотрим, может быть, что-то изменится, будет поинтереснее выглядеть. И мы под водопадом. Что это такое-то сразу? Я ж только, ну это... Право по рождению у нас квест, да, доберитесь до Аль-Рестада. Да, плюс еще мы вчера с вами взяли у него... с кем дрались, в общем, с боссом, медальон вот этот. Вот, знак того, что обладатель медальона один из ордена древних. Здесь изображение Игдрасиль, мифическое дерево, чьи корни соединяют 9 миров. Надо будет отнести Хайсаму в контору незримых у нас поселений. Вот, как-то так. Да, плюс еще я заметил, здесь сделали, вот в Одиссее не было, да, когда, типа, он убивает свою цель, а я имею в виду главный герой, да, находит, то, типа, с душой его потом разговаривают после повреждения, скажем так, физической оболочки, он в каком-то пространственном мире с ним общается. И вот здесь типа того, только здесь Один был. Вот мы убили этого главного конунга враждебного клана, и потом нам явился Один. Как-то так. Вот я вот этот момент тоже вчера посмотрел. Потому что это не во всех сериях. В Истоках это, по-моему, было. И Синдикате, если я не ошибаюсь. Там пером он так смазывал. Типа отправлял его в царство там. Аида, Анубис, там, забери его там. В общем, ладно, разберемся. Я пока так, чисто вступительная часть диалога, а нам надо далее. Да, мы книгу тут нашли. Книга у нас еще второй навык дала, да? Молодой король Харальд собирает клан Норвегии на Альтинг-Вальрестаде. И вот как мне вот этого ассасина найти, понять бы. Может быть, типа здесь. Быстрое перемещение. А какие у нас вариации есть? Ну, если я сейчас сюда не пойду, то потом будет еще дольше путь. Возможно, стоит дойти до метки. Ну, вы поняли, да? Дойти до метки, открыть какие-то точки синхронизации, а потом поискать по поводу медальона, у него спросить. У ассасина. Потому что идти нам очень далеко. Ну, вот, крепость Йоти. Как ты так у меня ударяешься? Ну, братан. Плюс, да, вчера получили скины. Скины ворона, скины лошади. По-моему, там еще какие-то... Пока без понятия, как поставить. Потом, может быть, в дальнейшем. А курточек у нас прям будь здоров.
Да, и спасибо за коммент. Там комментов сразу отозвалось пару человек. Спасибо большое. Продвижение поможет. Так, вот они, наши ягодки. Все, боевой конь ждет. Вчера так-то посмотрел, щитом вроде понравилось, но раз. Стамина упала. Надо больше ячеек этих самых. Самой выносливости. Оптимизацию. Сделайте, говорит, оптимизацию. И вся оптимизация сводится на то, чтобы сделать мир игровой красочный. Типа настройки граффити поднять. Думаю, зачем вот игровой мир? Он, в принципе, и на низких, и на средних неплохо выглядит. Но все равно оптимизация говорит, надо на максимум, надо на высокую забубенить. Ну ладно. Поставили. Слитки, да, я в курсе, что-то тут собирать. Железо надо собирать. Тут все вообще собирать. 50 убежал. Ну да, тут новые типа зверушки. Что-то у них тут типа клан ворона. То есть сет ворона, медведя. И кого там волка. Почему нету комплекта зайца какого-нибудь, я не знаю. В сражениях вас ждут испытания разной сложности. Слабый, равный, сильный, очень сильный. Да, сложность у нас, друзья, еще максимальная в игре. Там все по максимальному выбрали. Ну, пока максимальной сложности не ощущалось, но я думаю, в дальнейшем нам это предвидит. Кто это? Стой. Кто это такие? Пора в набег! А че тут детишки? В чем дело? Кто бьет в барабаны войны? Вот это да! Ты викинг и видел много битв. То, что нужно. О, У нее ноги голые в снегу стоит, и вот не холодно? много битв. Когда-нибудь мы станем величайшими воинами, а волчьи стаи будут петь скальды. Но нам нужно поднатореть в набегах. Идем в набег? Тогда вперед. 3 волка, и я буду 4-м. Волки, вперед! Волки! Были они, как 4 Куда-то убежали. одного зверя. Присоединяйся ко мне, мы вместе разграбим Порт Честер. Волки, говорят, вперед! Идите такие. Куда-то там пропали. А, и он сам пропал. А, нет. Может, их типа домой отнести надо? Отвезти. Они пришли в деревню, держа наготове факелы, топоры и клинки. Они хотели убивать. Тренируются. Жертва не успела сбежать. Не успела даже глазом моргнуть, как захлебнулась кровью. Ой, это дети, конечно. Такие дети. Мой сегодня тоже на экскурсию уехал. Да подожди, а это самое... Отойди, мальчуган. Я застрял или что это было? О, это добыча. Большой волк набивает кошель серебром. Можно ягод. Так, а если задание посмотрю, это дополнительное задание? Нет, это вообще просто.
А, вот этого мы не убили с вами. Хе-хе. Сейчас, подожди. У него вывалились внутренности. У него, говорит, вывалились внутренности. И куда мне тебе назад поставить? Что мне с ними делать-то? Ладно, давай до города доедем, может он сам куда-то там слезет. Но ребята интересные, как тренируются вдали от дома. А, он уже пропал сам. Но тут довольно-таки внушительно такая деревня-то. Найди Сигурда и поговори с ним. Ух ты. Сигурда, говорит, найди. Так он может где угодно быть. Давайте, да. Смердит. Но мы сильны, трус. Точку синхронизации, я думаю, откроем. Мне бы назад, да, там эту еще попробовать перепить. Так, провизия, я смотрю, набирается, то есть надо еще больше ягод. Вот, все, сейчас будет максимальная. То есть набираешь провизии, а шкала заполняется, ты один раз такое скушал, как аптечка. Ладно, понятно. Пойду-ка я прогуляюсь. Ну, точки синхронизации далековато. Ну, далековато, конечно. Некий мост. Ух. Чё она нам даст, эта точка синхронизации? Даже перемещение можно делать? Да, именно перемещение. По сути, важно. Это у нас земли... Земли Норвегии, видимо, да, еще вот. Угу. Ну, ребят, привет всем. Чат открытый, пишите, не стесняйтесь. Добро пожаловать. Игрушка, если кому интересно, игрушка доступна сейчас бесплатно именно в Valhalla, в Ubisoft можете получить. Ну, не знаю, я, по крайней мере, в Ubisoft, может, еще на каких-то других платформах. Вот, с 24 по 28 можете поиграть. Некие бесплатные выходные, что ли, у них там. А, ну вот и открылся, где-то показался он, да, этот Сигурд. Так.
какой-то у него замах, по-моему, у цепа долгий. Ого. Ну да, там было написано, что атака у него... Скорость атаки, точнее, медленная, но я смотрю... Вертуха потом продолжается. Надо в бою бы ее потом испытать и узнать, посмотреть. Опал, так, это руна. Написано Рагвальдом, странствующим скальдом, был ли Эмир единственным в своем роде? Существовали ли великаны до него? Если да, создавали ли они миры, подобные нашим? Другие миры с другими людьми, с другими богами? Тихо, братан, нам с тобой сюда. Ага. Казалось бы, рукой подать до деревни. Блин, обежал, наверное, минут 10. Интересно, они так по мосту сюда деревяшки носят? Ну, допустим. Так, лады. Так, отслеживать. А, перемещения нет уже, да? Суперски. Не, ну это, да, это супер. Ай, хп потихонечку-то улетает. Так, да, по поводу книг. Вчера какие-то 2 топора. Талант. Но это один запас адреналина. И какое-то сбивание с ног и типа несколько ударов. Тоже вроде как вот это вот желтенький один запас адреналина. Надо было вчера на боссе его поиспользовать, а я разок использовал. И потом бегал, лисички кушал. Привет всем. Мишанька, здравствуй, здравствуй. Добро пожаловать тебе. Хорошего дня. Располагайся. Так. Скакун. Миш, ну ты чё, прошел это самое, это Вальгалу? А тут в Одиссею, там в эту Атлантиду. У нас все хорошо, есть газ. А у вас? Ну, сегодня на самом деле будут дела вечером. Надо съездить флюру сдать. Так как мы всей семьей болели. Вот, поедем флюорографию сдавать. Для каких-то там отчетностей, не знаю, для проверки себя прежде всего. Нет, потихоньку иду. Так, что-то я нашел. Ты в Одиссее или здесь уже? В Вальгале? Моя любовь вздымается словно... В Альрикстаде все предаются любовным утехам так громко. Понял. Нет,
Просто мой муж не может доставить жене радость. А, он стар? Нет, он еще молод. Раньше все было иначе. Во время набегов мы были неразлучны. Вы любились во время боя? Первый раз у нас был в горящей деревне. Потом нас заставили прекратить. Мол, это отвлекает. Любовь жарче, когда смерть близка. Вы Вот дают. вспоминать те времена. Да, но говорить об этом мало. Нужны ощущения, запах. Значит, на ложе вам нужно почувствовать пыл набега. Ты поможешь нам изобразить набег. И пыл увлажнит мое лоно. Идем, скорее скажем мужу. Я только... Что ж, ладно. Я как бы вообще не при делах, если что. И оружие, могучий викинг. Я взял оружие. Набег! В набег? Сейчас? Начнем пляску крови. Напои меня пылом битвы. Где ты есть-то? О, да, да! Вперед, викинги! Может, начнешь крушить все вокруг? А ты кричи погромче, как в настоящем... Это занятно, но не возбуждает. Да, не похоже на набег. Может, вам нужен огонь, как в первый раз? Да, сожги наш дом. Сожги его дотла. Дай сундук заберу. Так, подожди, как там жечь-то? Ой-ой-ой, горим, горим. Я тверд, как башня Хеймдаля. Тогда Я пошел. меня как Вальгрин и войди в Вальгалу. Возьми свою добычу, викинг, и присоединяйся к нам. Пусть страсть поглотит тебя. Может, в другой раз. Но от добычи не откажусь. Во. Опа, тайны. Блин, вы интересные люди, я не знаю прям. Ой, блин. Вы тогда сразу, что ли, поставьте там на неделю домов-то вперед. Побольше. Так. Провизии максимум, хорошо. А почему враждебные стали? Я покушать у них забрал на кухне, они типа начали враждовать. Да ну вас, я там помогал. Ближе, тюленизак! И повтори! Да, вы сильны, как вонь. Так, а где он есть-то, Сигурд? Сигурд где-то здесь. Право. Только вонь. Я съем твои зубы, завернув их в мой язык. Вон Сигурд. Вот так вот. Помог, сжег сарай, что-то там собрал. И все, и на меня напали. Опять воровство, это плохо. Даже яблоки. Ты добился, чего хотел, Эйвор. Но что-то как будто омрачает твою радость. Горм здесь, с остатками своего клана. Как этот тролль посмел высунуться? Не время для этого. Здесь действует перемирие. Сын этого поверженного Слаб. Киотли, жестокого. Не сделает. Он всего лишь пятно на штанах отца. Я его уничтожу. Не сегодня, Эйвор. Оставь. Типа нейтральная какая-то деревушка, да? Смотри, тут не дерутся. Басим, проследи, пусть хорошенько согреется. Я найду отца и провожу до длинного дома. Как скажешь.
Игра, кстати, я заметил, не такая требовательная, но запускается очень долго. Как там Хайсом? Былое здоровье ему не Сори. вернуть. Хорошо, что ты сделал то, что не удалось ему. Решимость помогла. Не, амулет ему надо отдать. Йотви особый знак. Серебряный, размером с ладонь, с изображением ясеня. Возьми. Продай подороже. Я знаю, где лагерь Горма. Если хочешь встретиться с ним наедине, могу научить одной уловке. Уже ищешь себе нового ученика? Ладно, давай. Что мне делать? Плащ послужит тебе покровом. Смешайся с толпой. Стань незаметным. Прячься на виду. Значит, так вы действуете в своем братстве? Подкрадываетесь к жертве и убиваете на месте? Твои слова меня смущают. Мы ищем справедливость. Мы пастыри воли. Прячась во тьме, мы служим свету. Думаю, ради чести не стыдно иногда прибегнуть к обману. А Горм — пятно на моей чести. Давай посмотрим, как можно его вывести. Попробуй. Прежде чем ты войдешь в лагерь, расскажу Так. еще кое-что. Давай. Ходить незамеченным по территории врага — это искусство. По щеке такой тыщ. Поговорили. Когда ты в капюшоне, тебя не замечают издали. Держись подальше от любопытных глаз, и тебя не увидят. Не обнажай оружие. Резкие движения привлекают внимание. Ну, типа спокуха, да, идти так. Напоминаю, чтобы уловка удалась, нужно надеть капюшон. Я уже в капюшоне. У меня даже щит под этим, под плащом. Кстати, как дубленка такая сшитая-то. В лагере впереди. Войдите в дом Горм, когда в плаще на вас меньше обращать внимание. Так. Давай новое сохранение сделаем. Новый день, новое сохранение. Так, может быть, просто идти спокойно? Это надо же! Кто же пьет мед на голодный желудок? Чтобы столько пить, надо сперва что-нибудь съесть. Как говорят, сытого мед не берет. У меня есть баранина. Ты идешь? А если я присяду? Стоять! Эй, что? Умрешь быстро! Твое время вышло! Ну же! Еще немного! О, а цеп-то прикольный. А если два таких цепа? Медлим, сволочь! Просто разрубает. Эйвор! Жалкий трус! Бери оружие и пойдем отсюда. И пусть Один рассудит нас. У нас перемирие, так что хель тебя и твоих богов. Опа, Что скажешь на это? перемирие. Это отец брата, что ли? Нельзя нарушать. Иначе тебе придется уйти из Альрикстада.
Я вас не потревожу. Ты был рожден бесчестным мерзавцем, Горм. Твое место в самой глубокой выгребной яме Хель. Продолжай, Эйвор. Так ты станешь легкой добычей. Альтинг начался. Нужно найти Сигурда. Альтинг? Это что такое? Что за альтинг? Так, Сигурда. Смотрим по карте. У нас рекомендуемая мощь. Где? Здесь 280 мощь рекомендуем. Да у меня столько нету. Отродясь-то. Здесь что-то упустил. Можно вот сюда вот зайти. Прямо идем. Как смотрим. Тоже некие сокровища. Ну, цеп, не, зачетно. Хотя ему надо время на раскрутку, но мне понравился. У него такие удары интересные. Книга. Ключ. Ключ у поросят. Хрюшки. Понял, спасибо. Семья, привет, да? Грязная полусъеденная записка. Свиньи разбежались, и ключ от подвала пропал. Твоя очередь копаться в дерьме. Так. Ключ от подвала. Ну, я, кстати, вижу, да, вот где-то внизу. Где у вас подвал? Да ладно, в доме подвал. Или подожди, вот. Если это их не земля, то у них пристроечка. Может быть, погреб где-то... Нет, тут точно нету. О! Целится. Смотри, ух! Какой-то бой был, охотничьи стрелы. Так, тут тоже все заколочено. О, ля-ля. Вот, для лука, друзья, у нас новая способность. Всем привет. Фу. И хорошего дня. Да, Ричард, здравствуй. Располагайся, хорошего дня, приятного просмотра. Добро пожаловать. Так. Метка смерти. Удерживайте левую кнопку, чтобы отметить врагов. Замеченных, что-то врагов. Отмечать замеченных врагов отпустите. Чтобы обрушить на них смертоносный град стрел. Но это, видимо, как из этого Одиссея. Это обстрел, да, идет такой некий. Хорошо. Ты что ты? Ты можешь меня туда ударить? Короче, в горшочках у этих тоже есть некая добыча, смотрите. Серебра-то, а? Вот клетка, ящик, смотри. На продажу как пойдет.
Ну, загадка, скажем так, и так себе, но на самом деле я бы, наверное, не догадался, если бы ключ не увидел. Что тут что-то есть. Какие-то бумаги теперь. Тут что-то пропустил, там что-то пропустил. Что это такое? Тайны. Тут, то есть, еще одна тайна, да, есть? Да, посмотрим. О, она что-то там... Подожди. Подожди, это я вообще не в ту сторону. Немного тут разобраться, как искать сокровища и что это такие за письмена. Чего? А, вон. За пойманные бумаги будут открываться татушки-прически. Опа! Татушки, прически. А мы вчера что-то набрали. А где она? Просто простите, я не понимаю, где эта бумага-то? Она от тебя будет улетать, ее надо догнать и поймать. Во. Пошел. Давай. Опа. Пошел. На shift надо было бежать. Если не поймаешь, то она появится на стартовом месте. Артефакт. Знак Ауки. Набросок татуировки на руках, который можно сделать татуировщик. Вот, но я буду хотя бы знать это уже что-то. Ну, любопытно. Ладно. Да, я понял. Спасибо, Дурич. Ну, типа, смысл в том, что это как с какой там части, когда мы собирали бумаги, там песни, что ли, боевой. Или не боевой, а для матросов или какие-то там бегали. Ну, типа, не догнала, она потом, ты ушел с этой территории, она потом на том же месте появилась. Только здесь как-то сделали по-другому. Ага, это ты где? Бумажка. Она, походу, где-то на дереве. Да, вон, на дереве. Надо с другой стороны зайти и еще одну поймаем. Да куда ж ты? У бумажки также будет финишная точка, на которой она будет находиться какое-то время. Ну давай. Блин. Пошел.
Еще нашли. Да мы просто сейчас будем мастеры татуировок. Потом осталось только самого мастера, да, как-то, где он тут находится. Так, еще вот здесь у нас какая-то штука. Татуировки, блин, бумажки. Я вчера только не понял, когда мы первую крепость этих освобождали, почему у них кровь на снегу была типа какая-то синего цвета. Так, да сейчас мы вернемся. Тут что-то там мореплавание. Ага. Карты мира. Собственно, я сюда зашел зачем? За какой-то штукой, которая у меня показывалась. Либо это была... Я же говорю, вон есть какая-то штука. Как туда проникнуть? Там есть некий подвал. Может быть, нырнуть? Останусь здесь, замерзну. Да ладно ты, поплыли. Может, из-за того, что кровь была на снегу, из-за этого казалась синей. Да. Вот я про это говорю. Видали, когда же под водой, типа, можно ломать? Я вообще сейчас не ожидал. Что-то деревянное. А, слиться с окружением. Смотри, у него борода вся обледенела. Хорош. Если борода так обледенела, то надо, наверное, домом поджечь. Все, они уже построили, у них все хорошо. Кофе, тебе не хочется покоя. Так, а что у нас там по навыкам теперь? Посмотрим. Да, нет, вчера эти синие какие-то, которые нас плен, эти жесткие Кьёвинг клан захватил, и мы пошли освобождать своих товарищей. И там, в общем-то... Пинелла, а палец спрятался меньше, чем Линк больше. А палец как черепашка, по-любому. Вот, и типа того, что я дерусь, а у них как будто вот кровь на снегу. Там же конечность тоже отлетает в бою. Как будто синева прям. Урон от скрытых атак. Урон от парирования. Так, здоровье. Так, путь медведь повышает вашу устойчивость к огню, снижает урон от него. Это важно. Я вчера просто сгорел. Но мы потом это возьмем. Я хотел туда выносливости до какой-то дойти. Смена рук. Вот нужна она нам смена рук это? Атака способностями. Слушай, ребята, я сейчас... Смотри, я что пытаюсь понять? Атака, сила оглушения, сила крита. То есть вероятность крита, то есть это шанс крита. Плюс 2. Да, сама броня. Окей. Тут идет в
В целом то же самое. И уклонение еще растет, да? И тоже атака, сила, оглушения. Все, в принципе, одинаково. Да, также мы здесь еще возьмем, тоже подкинем. Возможно, после вот этих перков. Да, и как бы все ничего. А где это посмотреть? Статус-то. Но то, что как бы здесь, это я вижу. То ли урон в дальнем бою, то ли все вот эти, то, что я получаю, переходит на амуницию твою прямиком, то ли где-то в... Этот лук назвали... Ну, как это... Помните, в Одиссее там общая статистика персонажа? Тут нет, что ли, такого? Навыки, способности, кодекс. Либо рано, короче, либо все-таки все переходит вот сюда вот. Хотя нифига тут ничего не переходит. А ломать можно, стой? Нет. Сумку де Ричард я качнул, я собрал. Ресурсов, сумочка есть, колчан тоже качнул. Вот такой вот топорик, по-моему, прикольный. Двуручный. О, копье тоже же, да? Цеп. Друган рассказывал, покупался в очень холодной воде. Вылез из воды и решил облегчиться. Водичка лилась, а откуда найти не смог. Сейчас я, секунду, друзья, я себе кофе обновлю, налью, с вашего позволения. Откуда, говорит, найти не смог. Да это жестко.
Откуда, говорит, найти не смог. Я вчера это самое... Да, Ричард, а ты сам хинкали готовишь, да? Вчера прочитал твое сообщение, блин. Думал, какие фекалии, блин, ну, хинкали, типа. Вчера, кстати, посмотрел это самое. Максимилиана, наверное, сегодня нету, да? Он говорит, на работе будет. Посмотрел он сюжет этого Horizon Zero, вот это. Да, реально, я вообще вытек. Откуда я вот всегда в голове держал, что он там мстит. Там лор вообще совершенно другой. Я не стал спойлерить, но начало было такое, что некий искусственный интеллект, который был под контролем, вышел из-под контроля и начал всю органику уничтожать. Сам готовил. Для того, чтобы типа ремонтировать, выпускать роботов и дальше уничтожением заниматься. Сюжет, в принципе, интересен. А почему вот у меня такое сложилось чувство? Я говорю, я помню, где-то на ютубе смотрел. Да там ничего интересного, там типа он мстит и все. Думаю, ну мстит, ладно, я тоже не буду. Оказывается, нет, какой-то некий другой сюжет. Интересно. Да, сам готовил. Блин, ну пока кроме шаурмы... Нет, я люблю эти готовить. Брокколи с грибочками под сливками, сметаной. И это филе куриное обжаривать то же самое. Где-то в жизненном опыте мне такое научился. И жене нравится, готовлю. Ну, шаурму сами делаем. Вкусную причем. Как бы ничего. Вопрос такой на засыпку. Как вы относитесь к этому? Не Делайт, Былайт, как она там? Делай, Былай, блин. Бодулай. А это Делайдинг, второй-то, этот паркур зомби. Как вы к этой игре относитесь? Это же беседка, да? Ну, в целом, игра интересная. Стоит, кто играл? Поделитесь своим впечатлением. А сам готовишь? Кстати, из чего готовишь? Ну, какое-то некое тесто. Я вообще даже не представляю, что это такое. Я знаю, что это есть блюдо такое. Скажи мне, что Горм жив. К сожалению, да. Спасибо. Его день придет. Готовил раза 4. Не люблю вот только длинные вчера речи. правильное тесто Но любишь их получилось. произносить. Многие здесь знали мы. Раза 4, но только... А как оно? Как сосиска выглядит? Как? Как они манты, по-моему, делают. Вот типа пельмени, только закручивают. С баранины, по-моему, делают. Как они выглядят, эти хинкали? Отца Хальфдена. Это был великий человек. Его ногу... Хотя и YouTube могу посмотреть. Богатый же был тогда урожай. Пытаю до Ричера. Большие Зарыли пельмени его с соком зад, внутри нам них. досталась только грязная речка. Это большие пельмени, только с соком. Ну, это как манты, да? Только это блюдо манты, по-моему, откуда-то с Кавказа, может быть, монгол. Не знаю. Ну, короче, я ел манты. Такие большие, они как... пельмешка у нас сбоку закрывается, а манты как бы сверху так. Вот, прям как кулачок вот так вот. И там, типа, из тоже там баранины либо говядины, по-моему, используется. Я хочу большего. Создать королевство. Ну, понял, приблизительно. Еще не видел мир. Под рукой одного короля. Единство силы. Мы пролили много крови, сражаясь друг с другом. Сегодня мы объединимся. А подожди. А этот же король... Этот же король пришел... Вот, да, вот слева стоит его помощник, а справа сам король. Он же к нам пришел, говорит, я хочу помочь вам этого... Кьёфти этого жестокого, короче, убить. Клан, короче, прогнать, победить. Потому что у нас тоже есть некий интерес. Ну, типа, убил бы он наш клан воронов, он потом бы занялся бы вот за этим королем. Ну, пришел по их душу клан, да, уничтожать. А этот сын поверженного жестокого Кьёти находится здесь. Здорово. Горять новые земли. У нас, говорит, перемирие. Короля, чем я, вам не найти. Я сражался с самого детства. Я вел самое большое в Норвегии войско. Но мудрый король ищет искренних советов. Так что я спрошу. Блин, шея до сих пор не прошла, как простыл. Я тебе не враг, Харальд, но и подданным твоим не буду. Завтра мы отплывем к другим берегам. Мои земли теперь твои. Жаль это слышать, Хьор. Твоя жена согласна? Она разве не устала от странствий?
Мы с мужем одно целое, король. Когда я с ним, странствие мне в радость. Мне жаль отпускать такую женщину, как ты, Льювина. Но я понимаю. Пусть Норны Вина. позволят вам. Люфина. Вот это имена. Я готов принести что-то тебе типа клятву мантов, верности. но манты на пару готовятся, а это варится. Тесто обычное, мука, вода, соль. Фарш какой любишь. Туда лук, чеснок, кинза, еще специи по вкусу. Фарш с водой 1 к 1. Ну, я понял. Короче, типа мантов, только называется хинкали. Видимо, это кухня, как и манта, только другая. Как наши пельмени, к примеру. Все, понял. Горм, сын Кьотви, ты смеешь здесь появляться? Опа. Разве Стюрбьерн и Сигурд не избавили от тебя наши земли? Клан Ворона оскорбил меня, король. Моего отца отравили. Его достойная смерть стала предметом насмешек. Бакроут, ты лжешь! Стой, Эйвор. Не вмешивайся. Как его отравили-то? Серьезное обвинение. И при этом ложное. Я сам грибы ел, когда с ним дрался. Все видел. Эйвор, брат Волка, ты убил Кьотви. Этот человек оклеветал твой клан. Что мне с ним сделать? Блин. Убить его, изгнать его. Как это повлияет на сюжетное прохождение? Давай выберем тебе решать. Ты король. Король этих земель, Харальд. Это должен решать ты. Скромный и достойный ответ. Горм для ворон корм. Отныне ты изгнан. И я сам тебя им скормлю, если не уйдешь до полной луны. Король, ты позволишь? Говори, конунг Стюрбьерн. Мой род владел этой землей, еще когда сам Один бродил среди людей. Мои владения невелики, но оплачены кровью. А что по поводу паркура? Как играли в эту игру? Нет? Вторая часть, я имею в виду. Бьемся без боя. Зомби, паркур, что-то. Я не играл ни разу. Теряли друзей, братьев, сестер, сыновей и дочерей. И меня не миновала эта участь. Пусть тот, кто ищет войны, проходит мимо. Если при Харальде у нас будет мир, я преклоняю колено. Что? Что во имя Хель ты творишь, отец? Провозглашаю мир, Сигурд. Я не играл, Все даже наши стримы войны не смотрел. окончены. Ты ни слова не сказал мне об этом. Я не отдам никому то, что мое по праву. А вот это вот уже неправильно. Продолжится. Будут умирать люди. Сын типа хочет занять отца Только место. с Харальдом. Ты умрешь, как Трелл, хмельная скотина. В одиночестве, лежа на соломе. Прости его. У него слишком горячий нрав. Жестокий сынок. Не сержусь, Ярл Стюрбьерн. И я благодарю тебя. Ярл это, ну, глава, ну, я понял, там и так далее. А чего этот Стигурд начал на него пылеть? Хотел его место занять, потом и... Сказать, как получить третью, альтернативную, концовку. Тут еще и концовки есть. Да что ж такое-то-то? То есть я понял, хорошая, плохая и какая? Нейтральная, мир. Хорошая, видимо, это мы всех победили, все захватили, мы стали править. Плохая, возможно, мы проиграли или там убили всех королей. Короче, полная анархия. Либо мы живем как в дипломатии, в мире, в союзе, да? Это интересно. Я просто не знаю. Перемен. Противиться им. Но у всего есть свой конец. Этому нас учит Рагнарёк. Ну, типа, на, как это сказать, на убийствах, на войне или там, как это, на жестокости
Не построишь мир. Типа тога. Не построишь мир. И быть ко всем жестоким, даже вот типа сейчас изгнать его, убить. А чё? Какая разница? Это ничего не вернет. Вот если он дальше начнет сына вот этого жестокого, как его там, своего отца, продолжать в том же манере, типа, то тогда мы его накажем. А так, если он будет бегать, что-то там пищать, то пускай бегает. Скоро поговорим. Типа того. Не проблема, это самое, да, Ричард, пиши варианты. Это как удар в спину. Ты знал, что сделает Стюрбьерн? Да, я знал заранее. Но я его не принуждал. Он сам принял решение. Ты не мечтаешь о славе, Эйвор? Моему клану нужны такие воины, как ты. То есть он, получается, два клана хочет соединить вместе. То есть отец идет... это наш дядька, как я понимаю, Эйвора. Брат Сигурд, наш отец Вариан. А этот... Или хорошее, зависит от твоего выбора по ходу игры. Чтобы альтернативную концовку получить, надо определенные задания пройти до конца основного сюжета. Угу. Ну я без понятия. Вот. И сейчас, получается, отец заключает мир. Видимо, слияние кланов будет. Он сейчас говорит, мне нужны такие, как ты, типа, бойцы. А я выбираю, я следую за Сигурдом. Это, как нам Валька сказал, ты предашь его, видимо. Если я мечтаю о Вальгале. Нет, о Вальгале я мечтаю, это получается, я хочу умереть за Сигурдом. Либо мне неведома моя судьба. Ответим так. Наверное, я третий выберу. Ну, брат, а как нет? Я не следую за Сигурдом. Ну, просто мы братья с одного клана. У него своя жизнь, у меня своя. Давай вот это мне неведомо. В судьбе я знаю лишь то, что она непостижима. Потому не беспокоюсь. Если бы я мог тебя понять. Я не доверяю тем, кого не понимаю. А без доверия я не могу. Тебе нечего бояться, король Харальд. Я верен своему брату Сигурду и не желаю тебе зла. Тогда знай, что если вы оба останетесь, и ты, и твой брат должны служить мне. Даю тебе день на раздумье. Но поговорим об этом в другой раз. Если а сейчас сегодня поддержишь будем пировать Сигурда, и встретим это рассвет хорошие в новом концовки. королевстве. Ну, типа, свой клан. Смотри, в лоре написано так, что вы должны воздвигнуть свой клан, расширить его, чтобы он процветал, и тогда, типа, вы займете место в Вальгале, ну, типа, среди богов, что ли, как-то тут, по скандинавской мифологии. Вот, а я тут, типа, нейтрал такой. Если сейчас поддержишь. Я не поддержал. Я сказал, что я не знаю судьбу свою. Но он говорит, видишь, день на раздумье. Первая, типа, плохая, и я умру. Вторая, Объявить эти земли свои. хорошая получается, а третья альтернативная. Да он метит их точно. Море судьбы, ну... Молод, но очень умен. Не стоит его недооценивать. Он быстро стал взрослым. Харальд, поговори с Сигурдом. Так, а это наше село, да? Да, кстати, это наше село. Ой, я помню, вчера с этим дрался. Как они там называются? Рагнар, который погиб, а Рагнар, видимо, был ярлом неким, да? И его дружина, в общем, теперь странствует, не знает, что делать, и хотят умереть. Как так? В общем, без своего этого главаря. Димыч, здравствуй. Добро пожаловать. Хорошего дня. Располагайся. Приятного просмотра. Решения, связанные со старыми друзьями и новыми испытаниями, будут непростыми. Хочешь поговорить? Иди сюда. Ты узнал меня? Нет? Сори.
Я заметил, у меня, когда начинаю здесь першить, не от того, что я много говорю, кашель, а от того, что нос забивается. Так, стой. Налево кузнец, да? Вон. Там что-то ему с кузней надо помочь сделать. А где кузнец-то? На задворках, что ли? Нет его? Как дела, Дим? Давно что-то тебя не видно было. Играешь во что? Да, наверное, в этот. Как всегда. Лига Легенд. Эй! Заглянуть в лавку. Что это такое? Купцы есть в каждом крупном городе. У них можно покупать все самое необходимое. А иногда они продают и редкие вещи. Также они с радостью купят у вас безделушки и ценные товары. Могу принести еще. Ой, я могу продать. У меня тут зубы есть, ведра, подушки, цветочки. Синяя сфера. О, спасибо тебе. Веревка, когти волка, товары, сломанный щит. Ящик нужен? Найду применение. Деревянная нога еще. Так, лук оставлю, тетиву оставлю. Копыта, на, держи, на холодец. Покупай смело, есть еще. Провизии запас полон. Это сколько? Кожа. Слушай, подожди, у меня всего... Такого у меня много. Не-не-не, у меня серебра мало, не. Все, спасибо. Мне пора в путь. Прощай. Да все нормально, у тебя как? Да тоже потихоньку, помаленьку. Прохождениями. Погоняю. Это что такое? Слиться с окружением, блин. Думаю, что это такое? Так, найди Сигурда и поговори с ним. Не нравится мне, как они... Подожди, а если я сейчас Сигурду объясню, что... Думаешь, один из них женится на тебе и увезет в столицу? Братан, может, в этом нет ничего плохого, то это будет плохо, что ли? Глупая ты сорока. А тебе придется одной растить ребенка. Похоже, ты умеешь играть в кости. Нет, Сигурд внутри. Орлок, игра, в ходе которой два... Ох. Так, с игрой давай попозже, наверное. А то сейчас опять некий ведьмак начнется. Это Эйвор. Открой дверь. Он еще заперся. Чтобы не слышали люди Харальда. Где мы будем жить? Англия не сдастся! И война будет вечной! Или они... Так. Совещание, собрание. 2 дня назад мы избавились от Кьотви и его псов. Но нынче мы не пируем. Мы прячемся за облаком страха. Но может быть иначе. Мы не позволим мальчишке наступить нам на горло. Мы клан Ворона. Наша судьба в наших руках. Ты знал, что твой отец даст клятву Харальду? Не знал. И оттого мой гнев полыхает еще жарче. Но я не собираюсь впадать в отчаяние. Мы не можем остаться здесь, под сапогом Харальда, не разжигая войны. Безделушки можно продавать все, Но можем пойти а вот дальше, с частями в новые животных я бы земли. не спешил. Там нужно будет преподнести приношение. В Англию. И построим там новый дом. Свое королевство. Сыновья Рагнара Ладброк. Понял, да, Ричард, спасибо. Хватит ли там земли всему нашему клану? Земли хватит всем, жена. Из 4 королевств Англии лишь в одном царит мир.
Не желаю носить ошейник Харальда. Я согласен. Это будет сага на века, о да. Чтобы обосноваться на новом месте, нужны время и средства. Но богатств Кьотви на это должно хватить. Нет. Они принадлежат отцу, и это справедливо. В Англии мы все начнем заново. Предлагаешь начать заново без денег? В чужой земле, где нас ненавидят? Серебро Кьотви сильно облегчило бы нам жизнь, Сигурд. Его одолел я, и я вправе взять его имущество. Наш уход не должен вредить моему отцу. Это время возрождения для всех. Короче, вообще... Ну, сейчас типа с Англии начнется основная эта заваруха. Мы как клан будем отдельно, а отец... блин, дал клятву другому клану, и все, кто прислуживали отцу, останутся здесь. Серебро Кьоти пригодится нам в Англии. Хорошо, оставим серебро отцу. Ты не согласен, я пойму. Оставь богатство Кьотви своему отцу. В Англии достанет добычи для всех нас. Ладно. Не хочу недомолвок между нами. Мудрый вождь признает нужды и мнения других. Значит, в Англию, пока не угас день. Берите только самое нужное. И не болтайте. Нам не нужно внимание воинов Харальда. Все решено, мы уходим. Мы клан Ворона. В доспехах медведя. А вот Валька, который предсказал, что ты предашь. Сколько ты слышала? Немало. Валка. Открыт новый путь, и странствие твое будет нелегким. Ты не уйдешь с нами? Я остаюсь ради матери. Но наши пути еще пересекутся однажды. До тех пор прощай. Я понял, да, надо эти рога, копыта оставлять, трофеи. Ну, я на холодец чисто ей дал, чтобы сварила холодца с копыт. Так, поговорите с Сигурдом на пристани. Все, мы, короче, отправляемся, видимо. Полный боезапас. Давайте почитаем, что у нас там. В Орлоге двое бросают кости и используют дары богов. Для победы нужно обнулить здоровье оппонента в каждом раунде. 3 этапа. Угу. Бросок костей. Так, в начале каждого раунда игроки по очереди бросают кости, вплоть до 3 раз. Между бросками можно выбрать, какие кости оставить, какие перебросить. Стороны костей имеют разные значения. Урон, блок и жетоны для использования даров богов. То есть, чем больше ты, видимо, бросишь, при этом ты можешь заменять, тем лучше, да? Как там по очкам? Игроки могут делать подношения, чтобы получить дары, дающие благословление, которые влияют на итог раунда и даже игры. Дары богов действуют после выбора обоих игроков. Перед этапом противостояния, кроме тех в описании, которых указано обратное. Действуют эффекты костей обоих игроков, наносят или блокируются. Урон дается или отнимаются жетоны. Игра продолжается, пока здоровье... Короче, надо как-то будет сыграть и понять. Пока понятно, что кидаете кости. Сколько там раз в раунд. При этом можете менять какие-то кости, какие-то оставлять. То есть некое 21. Чем больше, возможно, до этих подношений богов выбьешь, тем лучше. Или там больше атаки выбьешь, тем лучше. Наверное, это как-то так. Так, ну мы все покидаем, что ли, эти земли? Я потом сюда, надеюсь, вернусь. Предательство в чем потом будет нашего Сигурда состоять? Потому что он захочет отца наказать. А мы не дадим. Ветер попутный. Нужно отплывать немедля. Быстро же вы собрались. Отлично. Зову новых земель трудно противиться. Как и обещанию славы. Но оставлять позади дорогой сердцу дом непросто, без горечи. Колеблешься? Нет, вовсе нет.
Все уже решено. Тогда пусть судьба ведет нас. Ты готов? Да. Я готов. Пора выйти в море и пуститься в путь, пока нас не задержали. Мы опоздали. Гляди. Мини-игра Судьба прикольная, летит когда быстрее, чем разберешься мы. в ней. Плюс Знамя чем Харальда. больше будешь побеждать врагов в ней, тем разнообразнее будут у тебя кости. Это, ну, это как винт в Ведьмаке. Именно в Ведьмаке в самой игре, не отдельно. Собрались, что ты затеял? А сюда Исход, можно отец. вернуться в любой Это момент. лучшее изгнание. Ага, понял, спасибо. Не быть королем на родине, я начну новую сагу. В Англии. Что за вздор? Твое место здесь, со мной. Тебя ждут иные победы, иная слава. Мой выбор сделан, отец. Ты не убедишь меня. На пути к славе нетрудно сбиться с дороги. Не позволяй ложным победам ослепить тебя. Ты говоришь о ложных победах? Старый медведь, лишивший себя чести, один раз преклонив колено? Чем дальше я уплыву, тем громче стану петь. А я стану его якорем. Лучше тебе стать его сердцем. Да хранит вас в пути Эгер. Ну, батька тоже, я так полагаю, что он, ну, типа, блин, за мир во всем мире. Ну, преклоняться перед другим кланом, мы вообще помогли очистить земли от этого жестокого. Ладно, сюда если вернемся, так, в кости, да, костей будут разных и так далее. Хорошо. Это как-то надо тоже момент учесть. Ну, даже барышни гребут. Представляете? Пора приналечь на весла. Береги силы, Даг. Впереди у нас... Поехали. К королеве Англии. Кстати, королеву, сколько там, да, Ричард, не помнишь, исполнилось? 98 лет ей вроде как, недавно было. Обалдеть, блин. Стой! Развеселим Хук. И разбудить богов! Пусть Тор пустит ветры, чтоб нам плыть быстрее! Тор пусть ответ. Впереди лежит океан, Эйвор. А за ним нас ждут новые владения. Ты много странствовал в Англии? Я провел лето в королевстве Мерсия. Славный край. Пышный и дикий. А сыновья Рагнара верно взяли себе лучшие земли. Ты Сыновья Рагнара. войско? Пусть они вступают в наше. Скоро вся Англия узнает о клане Ворона. Наша слава прогремит в их королевствах. Так в Англию! Но то, что она За древняя, славой это точно. и судьбой! В Англию! Ты что, на древний точно. 98 или 97, по-моему, исполнилось. Вот недавно говорили по телевизору королеву день рождения. Короче, за 90 это стопроцентная информация. Ну, судя из того, что показывают. Так, это Лейла Хасан, что ли? Да. По-моему, лицо не изменилось, она старше стала. По идее, она с посохом должна быть. То есть, получается, Алексиус уже проехался по всему миру. Рукописи, как его, Геродота пораздавал. А так, осуждаю. Че это ты, Лейла? Бессмертие получила, дымить стала, что ли? Воды из-под крана, хорош. Ну, там, наверное, без хлорочки она. Можно пить, а у нас вообще отвратительно. Да, выходит так, что жезл уже у нее. лекции в Кембриджском университете доктор Сиерки заявила, что наука не в силах ответить на эти вопросы. После выброса корональной массы в 2012 году сила магнитного поля Земли увеличилась в 50 тысяч раз.
Это привело к сильнейшим помехам в спутниковой и радиосвязи, к возникновению опасных радиационных зон у полюсов и постоянному северному сиянию, которое мы сейчас наблюдаем из окна. Заземление, или как, магнитное там что-то. А это же ведь плохо. Это же ведь Земля притягивает давление и притягивает все, весь мусор с космоса. Это происходит. И если быстро не найти ответ, это может изменить нашу жизнь, наши способы связи, даже наше развитие навсегда. По словам доктора Сиерки, Принес еще Но она прям похорошела, скажем так, повзрослела, да? с новым цитрусовым вкусом. Вот, Шон, Спасибо, Шон. Лейла. Все типа старые знакомые. Как все это исправить? Как вышло, что ты ключ ко всему? Как вышло, что ты ключ ко всему. То есть она нашла нашу могилу, Эйвора, то есть в прошлом. Ты далеко от дома, Эйвор. Представляете? Вот это новость просто. Вот это Лейла. Вот, блин, наука для нее вообще все. Вот любопытная прям. До дрожи костей. Я имею в виду по-научному. Эйвор, артефакты, уже с жезлом, уже бессмертие даже получила. Мятный чай — это вообще-то не чай. Это настой мяты. То есть мутная водичка с травой. Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Конечно, родная. Извини, что пришлось прерваться. Генератор начал тарахтеть. Ничего, отдохну пока. Как тебе поток данных Анимуса? Комфортно? Да, кажется, поток стабильный. Славно. Дай мне минутку и сможешь продолжить. Слушайте, а где этот доктор-то, который с нами был в этом, в Одиссее? Он, по-моему, психолог или психиатр был у тамплиеров. Еще один спутник И тоже ушел от них с Лейлой. Ага, спутник Абстерго. Супер. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS, так что супер относительный. Да. Какая-то пирова победа. Ну все, порядок. Возвращайся в Анимус, как будешь готова. Давай в матрицу. Когда-нибудь я посплю на настоящей кровати. Да, столько в таком ящике лежать, это с ума сойти. Добро пожаловать. Главное, не забывайте складывать мусор в мешки и поливать цветы каждый день. Да, наверняка забуду. Шон, поставишь это в холодильник? Конечно, полминуты. И помни, помидоры в шкаф, а не в холодильник. Шон, не забывай поливать цветы, пока я там, ладно? Добавлю напоминалку и набью тату на ноге. Шон, как этот, блин. Тебя было непросто. Гувернатор. сюда. Надеюсь, ты того стоишь. Сейчас используем ноутбук, посмотрим. Можно я включу музыку? Валяй. Ага. Все, поплясали. Привет, Лейла. Шон, что скажешь об этой могиле? Ну, она опровергает давнее представление о том, когда европейцы впервые прибыли в Америку. А так, это просто кучка грязных костей, разве нет? Не расскажешь об этой штуке, что у меня на шее? А, стабилизатор настроения. И? Он ведь безопасен? Нет, все нормально, просто хочу узнать, что нет побочных эффектов. Не должно быть. Он блокирует только внешние раздражители. То есть, ну, не влияет на тебя. Шон, знаешь, в том году я ничего не могла сделать. Я пыталась сопротивляться. Понимаю. Прошлая команда
Ну, по крайней мере, мы такое видели. Но если хочешь работать с нами и понять, почему мир второй раз за 8 лет на пороге конца света, носи эту штуку, пока не разрешат снять. Приказ Уильяма. Знаю. Не проблема. Всего пару недель, пока не поймем, что к чему. Уильяму какого? Уильям Майлз, отца, что ли, этого Дезмонда? Он же как вроде с ними был в каких-то сериях. После смерти самого Дезмонда Майлса. А Уильям, по-моему, да, это отец. Так славно. Если я не ошибаюсь. Спокойно. Так, что тут? Так, личное. Угу, нас тут фотографирует. Посох Гермеса Трисменгил. Короче, один из множества дошедших до нас посохов Ису в первую очередь является медицинским прибором. Ну, в общем, мы понимаем, да, что это такое, это с Одиссея. Реальность математической модели — это ограничен 3 конусами, клетками, которые в наших глазах. Но это в Атлантиде же. Это от Лейла разговаривал, там все вот эти появились данные. Объясняет вокруг нас. Отец Алексиуса все не хотел там. Хочу изучать, говорит, дальше. Как его звали-то? Блин, у меня все. Гиппократ, Сократ, Пифагор, вот. Пифагор был хранителем Атлантиды, и он все это увидел. Прежде чем мы встретимся на месте, я хочу, чтобы ты это прочитал. На прошлой неделе я пересматривал записи, сделанные во время наблюдения за Байеком. Меджая тут с истоков. И наткнулся на несколько странных заметок. Путешествие по Египту времен Клеопатры, я обнаружила 6 храмов Иисусу, большая часть которых была погребена по гробнице фараона. В каждом храме хранилось сообщение, явно предназначенное кому-то, кто способен считать генетическую память. Этим человеком оказался я. Ну, то есть, кто владеет, вот как я понял, кто владеет генами, некими артефактами Ису или там, как они, короче, богов, полубогов, тот может, в принципе, с первыми, как его, создателями разговаривать, видеть их, читать. Это Юнона. Меня зовут Лейла Хасан, мы с Викторией были подругами. Вот, по-моему, Виктории коллегами, как во время работы в Абстерго, так и после того. Все то время, что я знала вашу дочь и работала с ней, меня поражал ее непроизведенный интеллект, чувство юмора и сосредоточенность. Даже в крайне напряженных ситуациях она вдохновляла меня во всех. Вот, смотрите, меня зовут Лейла Хасан, мы с Викторией были коллегами, когда работали на Абстерго, то есть на тамплиеров. Я пишу вам, чтобы пролить свет на обстоятельства. То есть, по-моему, Виктория наняла Лейлу. То есть, Виктория — это, если я так понимаю, дочь этого главы Абстерго. А потом Лейла ушла. Так, чтобы пролить свет на обстоятельства их гибели. Понимаю, насколько странно будет внезапно получила письмо с попыткой объяснить, как вы меня потеряли близкого человека, а женщина, чье имя полагаю. Надеюсь, вы дочитаете до конца. Я была с вашей дочерью перед ужасным происшествием, в результате которого она погибла. Более того, отчасти я сама виновата. Либо это дочь главы Абстерго, либо это тот доктор. Блин, и вот я говорю, я не помню этих всех поименно. Тот доктор, я имею в виду этот, который тоже был с нами в Одиссее. Файл поврежден, ладно. В целом пока интересно. Подожди, положи сюда. Вы записываете все, о чем мы говорим? Не то чтобы все, но ты много времени провел в Анимусе. Я подумала, так мы сможем узнать больше о побочных эффектах. Я подопытный кролик? Нет, все мои кролики сдохли. Не выдержали Анимуса, увы. Мило. Расскажи про эффект просачивания. Есть что-то новое? Это, по-моему, вообще из первой части. Все как обычно. Призрачные образы Альтаира и Эцио пару раз в день. Впрочем, они ненавязчивые. Быстро исчезают, я едва замечаю. Как будто вижу краем глаза. Или как будто они мне снились ночью, и я вспомнил этот сон. 2 дня назад галлюцинация длилась дольше. Я видел Эцио. Он был не молод, как тогда, когда покинул Каппадокию. Он стоял на палубе корабля. Значит, третий получается.
я ощутил, что им овладели сожаление или чувство вины. Мне показалось, что Эцио утратил веру в себя и в Кредо, и не в силах продолжать хранить верность идеалам. Я смотрел на него и думал, может, тогда он решил, что больше не будет ассасином. Похоже на то. Но обычно видения длятся недолго, всего несколько секунд. Словно целостные воспоминания о кратких мгновениях, которые возникают внезапно. Странное чувство. Ясно. Что-нибудь еще? Еще я начал видеть Конора, хотя его я чаще слышу, чем вижу. Думаю, это временно. Да, вчера, перед сном, я вдруг увидел себя на берегу Карибского моря. С какими-то моряками, или, может, пиратами, не знаю, понятия не имею. Надо разобраться. Как ты себя чувствуешь в целом? Как будто, я стал старше, скажем так, намного старше. Странно, но это успокаивает. Мне доступны навыки памяти мысли многих людей. Я как будто прожил несколько сотен лет. Может быть так, что со временем моих воспоминаний не останется. И я буду кем угодно, только не собой. Может. Есть даже термин замещения личности. Такое случалось и раньше, но редко. С таким прошлым тебе не о чем волноваться. Прошлым? Ты хочешь сказать, с такими генами и способностями? У тебя ДНК ИСУ. Ты способен делать то, что не дано другим, и перенести то, что им не по силам. И страдать так, как им не дано, тоже. Тут особо нечем гордиться. Ты о яблоке? Да, оно манит меня. Не дает покоя, говорит со мной, дразнит, сводит с ума. То, что я сделал с Люсей, проклятие. Я приношу один только вред, причиняю боль. Знаю, но ты особенный, вот что важно. Я не особенный, я везучий. Вот и все. Понимаю. Мы ассасины. От других нас отличает кредо, а не гены. Не родство. Каждый может примкнуть к нам. Верно. Но давай пока оставим это. Скажи мне вот что. К тебе возвращалось что-нибудь из памяти Ису? Из памяти Ису? Нет, не думаю. Даже представить не могу, на что это похоже. Когда-нибудь узнаешь. Может быть, получится расшевелить твою память. Боже, давай сперва спасем мир, а потом начнем копаться в моей памяти. Идет. С моим везением мой предок был какой-нибудь заштатный Ису. Скажем, Сизиф. Какое стремление ввысь. А как иначе? Короче, это из 5-й части, да, это пройдено за Алтаир, за Эцу, 1-я, 2-я, Блэк Флаг он тут сказал, потом, как она там, Яна, мне жаль за Ян, он убил ее сам, не сам, а это Юнона или Ателейла, короче, управляла Дезмондом в реальности и убила своего напарника, то есть она ему помогала. Говорит, мне очень жаль, что так получилось. Нет, хорош, Шон. Выключи. Погоди, ты так хорошо сказал. И Шон, который, представляете? Давай еще раз, погромче. Серьезно? Еще бы, давай. Как минимум я смогу предъявить это твоему отцу. Уилл как маялся. Ладно. Я сказал, жаль, что я родился ассасином, а не сталом. Лучше бы я сам выбрал свою судьбу. Теперь ты доволен? Ага. Родился ассасином, то есть гена. Выбор – основная идея кредо. Он лежит в основе всего, так? Свобода воли. Когда ты видишь все как есть и говоришь «да, я этого хочу» или «нет, это не для меня». Но если ты с рождения в нашем кругу, да вообще в любом, все не так однозначно. Тебе повторяют снова. Если ты с рождения в нашем кругу, короче, гены, это все по генам идет. Хотя он говорит, почему я так родился, ну, в общем... Где-то у нас там был диалог, типа, ассасины, кредо. Ну, не все они видят. Они, типа, рождаются, но у них нету того, что они могут разговаривать с первыми, как они там, создателями. Лейла, Юнона и так далее. Так же, как и с богами и так далее. Лейла, думаю, тебе будет интересно. Тут записи разговоров с Дезмондом в 2012-м. Кажется, в декабре. Просто трёп. Ни тебе квадратуры круга, ни гениальных стихов. Но он делился с нами интересными
размышлениями об анимусе и о том, что значит быть ассасином. В общем, послушай, может, и ты испытала нечто похожее, так что... Ну, расскажи потом, что думаешь. Только не нуди, что я там разговариваю, как полный придурок. Лучше просто промолчи. Я немного простудился, когда мы это записывали. Может, что-то с голосом. И вообще, ну, ладно, это все. Так что выключить. Выключить. А, да, тут... Я жил, я умер, а теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой рок. Неизвестный мужской голос. Кто это может быть? И наш мир. Найдите родича волка, ярость бури. Найдите меня и спасите всех нас от гибели. Родичи волка, ярость бури. Запись странного сообщения, которое поступило из неизвестного источника, находящегося к северу от арктического полярного круга. Оно передавалось в течение 9 дней после спектрального анализа. Удалось установить, что сообщение содержит координаты норвежского захоронения, находящегося в регионе. Слушай, а может это мы и есть Эйвор? Так, отчет, вводная часть о древних орден тамплиеров. Преобразование ордена древних. У нас символ талисман, помните, мы же убили? В орден тамплиеров, каким мы знаем его сегодня, всегда было предметом спора среди нас. Нам было сделано допущение, что сами тамплиеры обладают хотя бы частицами знания на этот счет. Но на данный момент у нас нет никаких исторических свидетельств этого. Те немногие, что у нас есть, в основном взяты из общедоступных источников, с некоторым исключением. Принято считать, что орден тамплиеров появился в 1119 году, и действительно тогда орден обрел свой публичный фасад. Однако, согласно нашим архивам, деятельность его представителя была замечена как минимум 2 веками раньше. То есть 2 веками это какой у нас получается 1000 год где-то, да, 900 там какой-то. Как раз, видимо, в лоре вот про этого, про Эйвора. 9 век. Ну, все верно. Вот тогда и тамплиеры пошли. Видите, как написано тут. Нашим архивом деятельность его представителя была замечена как минимум 2 веками раньше. Но официально он появился в 1100 каком-то году. В одном сильно поврежденном документе, контракте на убийство с середины 11 века, выданном в Нормандии, автор свободно использует термин «тамплиер». В более раннем письме написано незримым современного Дорсета какого-то. 97 год упоминается лазутчик тамплиера среди членов братства. То есть... Нет, это не то. Мы не в братстве еще. Мы вообще викинги, блин. Так, из этого можно сделать справедливый вывод, что орден тамплиеров, как отдельно от ордена древних организаций, существовал уже в X веке, середине X века. То есть есть какая-то орден древних, организация и тамплиеров, да, еще и ассасины. Что за орден древних-то? С целью расширить наше познание о темных веках, один из наших агентов недавно вызвался поискать в своей генетической памяти ключ к разгадке этой многовековой тайны. К сожалению, он узнал, что-то Шона Гастингс принесло нам мало пользы. Первые 7 на протяжении так исследовал память, поиски не увенчались успехом. Так, он... Давай вот это вот где-нибудь. Пу-пу-пу-пу-пу. Некоторый интерес, однако, представляет один человек, чья биография содержит достойный упоминания факт. Алерик Торвальдсон какой-то. Алерик Торвальдсон. Да это из племени Ютов, жившего в начале 9 века. Он направился на север современной Дании, и при себе у него была дощечка с вырезанной на ней карты, где было обозначено местонахождение молота Тора. Алерик добрался до Станвангра, так, где столкнулся с сильным кланом, после боя попал в плен. 10 лет спустя он сбежал, вернулся в Ютландию, чтобы обзавестись семьей. Что стало с картой Алерика, неизвестно, так что существование молота Тора, несомненно, реликвии предтеч, остается неповрежденным. То есть молот Тора это тоже типа орудие, да, из Юноны, короче, первых этих создателей, ело-пало. Значит, они тут тоже напрямую все это завязано.
Так, счет данных вторжения Нормандии в Англию, однако Шон не утратил своего... Так. Англия, важный пункт. Лейла, мы с Беком подумали, что пока ты шляешься по Англии, тебе стоит обратить внимание на несколько вещей. Контора ассасинов. Если точнее, то, конечно, незримых они работали на римских территориях. Конторы, наверное, ассасинов или конторы. Я не знаю, как правильно. Контора, не контора. Контора, да? Контора, блин. Если точнее, то, конечно, незримых. То есть они называли себя незримые. Они работали на римских территориях Британии 100-430 годами нашей эры. Так, Одиссея, по-моему, у нас идет до нашей эры. Мы не знаем, почему незримые ушли, но последние данные об их присутствии в этих землях датировали периодом, когда так покинули остров. Незримых отступить, зато нам точно известно, что до возвращения незримых на остров так несколько сотен лет. Басим и Хайсам были первыми из представителей здесь за полвека. Басим и Хайсам первые за полвека. Данные в наших архивах позволяют заключить, что в римский период существовало 6 основных контор. Лондон, Винчестер. Саксы их называли так, аномалия анимуса, частицы. Мы не знаем конкретно артефактов ИСУ, которые тебе стоит искать, но они явно существуют. Как раз этот период они повлияли в легендах и песнях норвежцев и саксов, так что гляди в оба. Особенно рядом со Стоунхенджем. Это камни эти. Ну, его уже точно ИСУ построили, правда? Рами Хасан. Ну, спасибо. Лейла Хасан. Детально расписал. Теперь точно я смогу спать спокойно. Нет, у меня нет коронавируса. И я вполне изолирован. Нас всего трое. Мы путешествуем вместе, стараемся не высовываться. Представляете, даже здесь у них типа некий коронавирус в игре. Рами Хасан, это кто, отец или кто, брат? Мне совершенно не нравится и доброта так. Не, ну интересно, может быть где-то у меня и путаница происходит, но в целом понятно. Вот тебе ассасины, Дезмонд и... Пара-парам-пам-пу. Как ты? Ассасин это не просто, как еще раз, да, убийца. Но я боюсь снова попасть под 2 потока данных. Рожденным ассасином ты можешь видеть предтечи, разговаривать с ним, знаки, там, пользоваться артефактами. Видим. То есть ты как полубог, что ли. Боль, как от заряда дроби в голову. Поток данных из ДНК этого викинга очень плотный, в нем много помех. Может, это жезл создает помехи? В смысле? Головные боли, срывы. Все началось с появлением жезла. Ты ведь не пытаешься оправдаться за смерть подруги? Боже, нет. Что ты? Прости, ты не переживай. И если почувствуешь, что теряешь контроль, скажи нам. Я держусь. Стараюсь. Подожди, подруга, какая-то подруга погибла, видимо, в Одиссее погибла. Я говорю, либо этот доктор погиб в Одиссее, либо это дочь погибла этого. Как он? Абстерга главы, который нанял ее, работала Лейла какое-то время. Ладно, приступим. Из Норвегии в Англию плыть около недели. Я перемотаю. Лейла, ты как? Прости, можно включить запись еще раз? У нас есть расшифровка, если ты что-то ищешь, я могу... Я хочу послушать. Ладно. Извини, что озадачила, но... Послание привело нас сюда, к скандинавской могиле в Северной Америке.
И эти кости — наша единственная ниточка. Единственный шанс спасти планету, пока не Классная поздно. композиция будет сейчас. Вот оно. Самое главное, чтобы потом не вырезать ее. Жил, я умер, а теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой рок, Мне кажется, это Эйвор. убегающий наш мир. Найдите родича волка, ярость бури. Найдите меня и спасите всех нас от гибели. Как-то тревожно от этого. Это серия звуков. В ней только координаты? Может, еще что? Других идей нет. Ладно, я готова. Поехали. То есть, мне кажется, Эйвор привел их сюда. Отправил сообщение через этих предтеч. Ну, я их называю предтечами. Ису, Аталейла, Юнона, кто он там. Композиция. «873 год». Денис, привет, хорошего дня, добро пожаловать. Англия! Наш новый дом! Не чита Норвегии, но скоро мы подчиним себе этот край. Я рад видеть любой берег. И мне уже не терпится вновь вступить на твердую землю. Не стоит торопиться. Перед нами простираются лишь земли саксов. Королевство Мерсия, враждебный край. Враги расставят ловушки и спрячутся среди деревьев. Нужно поберечься. Рандви! Суши весла! Ждите нас! Ты заметил там что-то? Пока нет. Но лучше мы обезопасим для вас путь. Следуйте за нами, когда солнце коснется горизонта. Поняла. Да благословит вас всех Тор. Скоро увидимся. Вперед! Да! Я готов ко всему, что приготовили для нас эти пахари Альвы. Лебединая дорога. Сыны Рагнара ожидают нас? Пока нет. Но они не будут возражать. Из 4 королевств Англии сыны Рагнара захватили лишь одно. Остальные ждут нас. Значит, мы вступим в войско братьев? Нет, нет. Мы поговорим с ними, обсудим все. И поделим эти земли между собой так, как захотим. Смотрите. Это что, город? Скучные дома и одна единственная руна их робкого бога? Ее называют распятием, Даг. Их бога принесли в жертву на этом кресте. Им украсили монастырь, дом для жрецов. Они молятся кресту, на котором убили их Христа? Странно. Мы вырезаем статуи наших богов и почитаем их. Взять хоть жертвы Одину Одноглазому. Но не возносим хвалы волку, что убил его. То есть тут типа христианство приняли, да? Пусть саксы кажутся нам странными, нас они воспримут не лучше. Молот. Вот символ, достойный бога. Мне как-то странно, они плывут в чужие земли, говорят, мы сейчас их поделим, земли. Ага, прям вас тут так и ждали, саксы, блин, чтобы с викингами земли разделить. Такие наивные. Смотри, что они делают? Топят свою жертву. Так, это крещение. Неужто ты так мало знаешь о христианах? Что ты? Я просто позабыл. Да. Хотелось как-то поддержать. В том месте, верно, только жрецы. Лаги, не знаю, у меня все нормально. Причалить и разграбить дом их бога будет легко. А что, там хранится много сокровищ? Всегда. Они подносят своему богу серебро и самоцветы. Там их будет уйма. Позже, Даг. Сперва поселение, пограбить еще успеем. Нормально, приплываю. Высадимся здесь. Сейчас мы, говорит, с ними договоримся. Тянутая через реку. Нужно убрать ее и плыть дальше. Цепь. Ее можно разрубить? Она слишком прочная. Но в том лагере точно должен быть способ убрать ее. Я пойду.
а я отправлюсь вместе с тобой. Нет, Дак, останься. Ты будешь защищать корабль в случае чего. Хороший план. Пустишь во врага стрелу, а топор будешь держать под рукой? Что-то в этом роде. Ну, типа, я к чему? Логично, что Эйвор оставил послание для этого, для Хасан, потому что, ну, кому еще приходит видение Вальгаллы, Одина, Злого Рока, типа, этого Фенрира, Волка? Только Эйвору. Уберите цепь. Чего ты знаешь? О чем, Денис? Здорово, что тебе лаги? Какие-то лаги? Я не понимаю, какие лаги. Я извиняюсь. Что-то лаги и все. Да, сейчас, друзья, прям минуточку сделаем паузу. Я схожу быстренько подышу и продолжим. Заселять Англию? Ну а как еще? Строить дома, вести клан к победам. Сейчас. Видеолаги. Видеолаги. Друзья, есть лаги? У кого есть лаги, друзья? Какие-то видеолаги. Видеолаги. Лаги видео. Без понятия, Денис. Вроде ты первый, кто на это пишет. Попробуй разрешение поменьше сделать. Я не знаю, откуда лаги. Кодировщик вроде не перегружен. Ничего, все нормально. Может быть, интернет у меня там ремонт идет. Я же вчера говорил. Какое-то время. Привлекать внимание. Какое-то время будут эти, как его, ремонтные работы по провайдер делает. Что происходит? Иди-ка сюда.
Что опять? В кустах свистят. В кустах сидишь? Конечно. Ну, что-то, кстати, по геймплею похоже на War Honor, хотя я, кстати, играл в него очень мало. Ну, так чисто. Там территории, конечно, не такие обширные. Убираем патруль потихоньку. Огромная. И, кажется, плохо закреплена. Собью ее выстрелом. Выстрелом? Зафиксировал. Опа. Титан. Тут уже что-то не такое, там, медь и железо. Титан, блин. Готово. Путь свободен. Я свободен. Эйвор, бегом на корабль. Если не будет других помех. Поплыли, поплыли. Да, да. Отлично. Давай вернемся, Сигурд. Зададим этим псам трепку и заберем их сокровищ. Так. Еще не время, Дак. Нам нужно двигаться дальше. Ну, уже такое получается некая зелень, да. Бдительны. Осталось немного. Боги, как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой и элем. Ага. Было их предупредить. Цепь повесили, с едой и элем вас встретит. Если Хальфдануба и Ивар Рагнарсона не нашли еды в Англии, мы все оголодаем. Но не бойся. Эх, прямо вижу. Нежный, сочный поросенок. С элем золотым, как сокровище, которые мы упустили. Тебе мало нужно для счастья, верно, Дак? Ему так лучше. Как Астерикс, Обеликс, да, вот тоже в кино. Взглянуть на труды великанов, Поросёныч. которые здесь столь много. Великанов? Великих римлян, империи великанов былых веков. Давным-давно они правили здесь, и в округе немало римских руин. Напоминают о славе, от которой остались лишь развалины и пепел. Камень для новых домов. Мы создадим здесь свою империю. И она не рухнет. Ничто не вечно, да. Руины — след былого величия. Смотрите, вон там. Сыны Рагнара разбили лагерь. Наконец-то! Ступим на твердую землю. Постой, Сигурд. Здесь что-то не так. Верно. Для войска там слишком тихо. Лишь пара человек среди палаток. Мы ведь не этого ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Сейчас, секунду. Это не норвежцы. Они чересчур грязные. Экспро купил Корабли заметны. дорогие заразы, Отправимся но пешком. своих денег стоит. Долго логика пыталась перебороть хочу, но у нее не получилось. Меньше чем Линк, больше чем. Наушники Logitech Pro. Ну, наушники, что-то я, знаешь, как-то с наушниками решил особо тоже не заморачиваться. Не, ну, мое поздравление, что, если уши хорошие. Я просто не знаю, Денис, что у тебя там с интернетом? Да, Ричард, у тебя есть какие-то лаги?
Я, говорят, удивляюсь твоим лагом. Я тебе, ну, как бы, вот, в прямом эфире говорю, у меня никаких перегрузок нету. Возможность только интернет. Как у тебя там все лагает, я без понятия. Разрешение, может быть, убавить и так далее. Писать 35 раз не надо, что у тебя лаги, я понял уже. Если это друзья, я встречу их как ярл. А если враги, сразимся с ними вместе. Еще не знаем, да, друзья они или враги. Доберись до селения Хальфдена какого-то. Что это за люди? Говорят, непривычно. Верно, англичане. Да, Кейвор, за мной. Да, Кейверза. И нормально все. Картинка и звук нормально идут. Ну, я тоже говорю, если бы кодировщик был перегружен, я бы еще как-то сказал, или там битрейта потерян. Пропуск кадров 0, просто 0. А Денис говорит, лаги, какие-то лаги по 5 раз. Жаловал. Наши реки загрязняют мерзкие данные. Ты назови свое имя. Так, разборы. Я Сигурд, ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому Ярл. в душе присутствие в лагере чужаков-данов. Убирайтесь, язычники, или мы убьем вас всех. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море 8 дней. Лезвие моего топора забыло вкус крови. Закрой пасть, скотина, и сражайся. А почему они тут, типа, это самое, акцент на вере сделали? Язычники, христиане, ну тут все равно это у каждого свое. Убьем этих язычников! Так, твое желание сбылось. И правда, сейчас ты умрешь! Язычники! Отстань от меня, сволочь! Не стоило сюда приходить! Чей удар будет последним? Свалю! Пришел твой Нет, цеп классный. Викинги долгое время были язычниками. Умрешь быстро. Да, главное жезл раскрутить и вообще. Зачет идет. Долгое время были язычниками. Но я читал это по лору, что они христианство вроде как примут. Не, вот это классная штука. Ты кто? Это мой? Принимали, чтобы наниматься в иностранной армии. Назад, мразь! А как у него, подожди, мощный удар? О! Принимали, чтобы наниматься в иностранных армиях. Денис, походу, вообще не слышит. Осмотрите здесь все. Хватит с меня неожиданностей. Да уж, я проверю длинный дом. Длинный дом, окей, пошли. Так, а карта, как у нас карта? Восточная Англия.
Ух ты, мы тут сейчас как обоснуемся. Ай, красота будет. Мерсия. Хотя расположена в центре Англии, королевство Мерсия обладало наибольшей силой и властью во времена правления короля Оуфы. Но оно было центром ремесла и торговли на протяжении почти 300 лет, пока набеги данов не превратили его в руины. Саксы. Племя с берегов современной Северной Германии. В V веке нашей эры они вторглись в Британию и, построив там свои поселения, заменили римлян, покидавших тогда эти земли, в роли оккупантов. Впоследствии саксы сформировали на востоке королевство Эссекс, на юге Суссекс, на западе Уэссекс, а на севере Мидлсекс. Название все, да, заканчивается на это. Екс. Так были заложены основы того, что позже стало семью королевствами Гептархии. Несмотря на то, что сейчас саксы воспринимают как архетипический какой-то христиане, они приняли эту веру лишь в 7 веке, последовав примеру ютов, другого германского племени, обративших в христианство немного ранее. Так. Хотя одна стрела не причиняет большого ущерба, если оставить вражеских лучников без внимания, они могут переломить ход всей битвы. Ополченцы. В бою веди себя агрессивно. Так. Прачник и Керл. Это их войска, да? Лучник я заметил, знаешь, что, ребята, вот этот шотает по всем целям за счет адреналина. Такая же, как в Одиссее, типа обилка. Блин, мне понравилось, но только где бы ее тут подразогнать на волоске смерти. Если вы уворачиваетесь от атаки мгновенного удара, за мгновение удара ваши чувства ненадолго обостряются, как бы замедляя все вокруг. Так, любопытно. Тут мы немножко попозже возьмем. Я хотел бы вот сюда как-то выйти. Как мне на адреналин-то пойти? Урон от мощных ударов. Давай возьмем. И потом сюда. Надо адреналин качнуть. Там сопротивление, адреналин. Что видишь? Так, там развалины. Ладно, мы сейчас посмотрим сначала большой дом. А где зайти-то? Пошли. Погляди. Ловушка. Может быть, внутри что-то есть. Я посмотрю. Ловушка? А ну стой! Кто ты такой? Один из этих разбойников? Сигурд, так, сюда. У них были пленники. Эй, ты! Сюда! Отпусти нас, и мы вас пощадим! Связаны. Жаль, что вы связаны. Клянусь, мы хорошие люди. Ни к чему нас убивать. Тише, друг. Вам ничего не угрожает. Как вас зовут? Яньли. Торговка, не разбойница, как те мерзавцы. А это Роуэн. Верно, Роуэн. Я всего лишь конюх. Следил за лошадьми. Раньше разбойники их продали. Пытались продать и нас, любому, кто захотел бы купить рабов. Но я скорее вырвала бы им глаза. И как же вы двое оказались здесь? Ярл Хальфден хотел, чтобы мы торговали с сынами Рагнара. Но их здесь уже не было. Яр Хальдов? Затих. С сынами... Это же того, кого мы покинули, вроде бы. С нами Рагнаром. Но когда мы прибыли, их уже здесь не было. Сынов Рагнара. Да, я продал братьям немало лошадей. Славные люди, платят достойно.
Ввиду лагеря их нет. Подожди, а сыны Рагнара... Рагнар, по-моему, погиб, которому в пещере нашли этого... Как он там... Не конунг, а как он называется? Конунг — это глава, а... По-моему, на Н как-то. И мы, говорит, его не уберегли. Помоги мне попасть в Вальхалу. Вальгалу, то есть. Вальхалу. Чем займётесь? Закуплю товары, начну сначала. Типа, помоги умереть. Друзей А тут, оказывается, они живут. будет непросто. В любом городе и деревне пригодится конюх. Я снова буду трудиться где-нибудь. Хорошая идея. И что вы скажете? Такие люди, мне кажется, пригодятся в нашем поселении. И торговка, и конюх придутся очень кстати. Я с тобой согласен. А друзья Рагнарсонов и наши друзья. Верно так? Тебе точно виднее, Сигурд. Янли, Роуэн, я Сигурд, ярл Форнбурга, сын Стюрбьорна. Это Эйвор. Итак, вы свободны, но мы с радостью приютим вас, если вы готовы потрудиться. Мы согласны. Хотя бы пока не встанем на ноги. Договорились. Добро пожаловать в клан Ворона. Те, кто были чужими, станут одним кланом. Остальные прибыли. Идем. Это место мне по душе. Итак, семья, друзья, это наш новый дом. Я представляю, если 2 цепа взять в руки, вот эту вот крутилку сделать. Никто не пробовал? Блюдит за ней. И у них какие-то построения домов, да? То есть та же лодка, только перевернутая, поднятая, поставлены какие-то опоры. Хижина. Пробовал, но по душе уже повторяюсь кинжальчики. О, опробовал. Хорошо. Не, мне цеп понравился. Так, интересно выглядит. Ну, кинжальчики. Таким длинным домом... Сейчас возьму яд, урон в голову, короче, и погнал с кинжалами. А-ля Одиссея пойдет. Идем. Хочу показать тебе одну находку Рандви. Эйвор, Сигурд. Вот Англия. 4 королевства. Мерсия, Восточная Англия, Нортумбрия и Уэссекс. Судя по картам, которые я здесь нашла, сыны Рагнара решили двинуться дальше в земли Мерсии, сюда. Скоро лазутчики поймут, так ли это. А где мы сейчас? Здесь, в этой безымянной рощице. Безымянный? Так не пойдет. Как мы назовем это место? Воронье. Мысль. Рейвенсторп. Дом клана Ворона. Рейвенспорт. Неплохо. У тебя дух Скальда. Однажды это название будет знать вся Англия. Одного названия мало. Нам нужно строить город. И быстро. Верно. Стоит начать с кузницы. Ты можешь помочь Гуннуру с этим? Будут нужны припасы. Соседи поделятся ими. Поделится. Да. Начнем набег. Даже если, говорит, не захотят. Чтобы подчинить край себе, вежливых просьб мало. Пойду поговорю с Гуннором. Соседи, говорят. Может, мне тоже так это? Что-то еще? Для перемещения между странами используйте атлас меню-мир. Рисунки, послания на рунных камнях. К соседям подняться. Дайте мне там что-нибудь. Нету. Давай набег на них.
Меня не интересует, да, типа? Это поселение основано на месте заброшенного зимнего лагеря Великой Языческой армии. Сейчас стало домом для людей клана Ворона. Здесь можно найти Рандви и ее карту союзников, кузницу Гунара, лавку Ялли, конюшню Роуэна и еще много чего. Ранви, да, это невеста нашего братана. Рейвенсторп, вот, стало еще больше, новой территории находится восточнее, а со старой их соединяют два моста. Вам стали доступны новые постройки. Действия персонажа, заведенные на новых территориях, постройки не влияют на уровень вашего поселения. Уровень, блин, моего поселения. Вот это да. Я-то думал, от нас только охота да драка требуется. Чтобы достичь в Англии процветания, вашему клану нужно заключать союзы. Вы выберете территорию, чтобы послать ее владыке письмо с предложением помощи и союза. С каждым новым союзником вам будут открываться новые территории. Поговорите с Ранви, который стоит у карты союзов в вашем длинном доме, чтобы открыть новые задания и приключения. Поселение — это новый дом вашего клана и сердце вашей саги. Заботьтесь о нем, чтобы разблокировать новые постройки, получить доступ к новым возможностям, расширить свои горизонты. По мере строительства будет расти ваша слава, а с ней уровень поселения. Чем выше, тем больше для строительства возможностей. Разнообразие построек не только расширит ваши возможности, но и привлечет в поселение новых жителей, которые станут вашим верным помощником. Чтобы строить здание, нужно спасти достаточно... Прокачивая здание, будут даваться бусты. Чтобы активировать бусты, нужно устроить пир, постучать около главного дона. Бусты вроде будут доступны на полчаса. Ого, что-то ты много там... Так, прокачивать бусты. Ну, некий баф, да? По-моему, скальды, кстати, напевали баф. Я помню это. Киксбаунти, там были скальды. Там скальд какой-то, как некий шаман, что ли, нет? Нет, это Валька, это Валхвы. А скальд это не то. Нет, скальд что-то он тоже там делал. По-моему, в Рогду делал, чтобы его дух поднимал. Короче, баф. Чтобы активировать баф, нужно устроить пир. Устроить пир, постучать в колокол. Вот это прям шаманство какое-то. Все, теперь я буду этим шаманом, да. Освоить. О, освоил и... А почему одно очко-то? То 2 очка забирать, то 1 очко, как-то странно. Так, это у нас урон в дальнем бою, урон от скрытых атак. Урон от скрытых атак нам надо? Пока, наверное, нет. Я вот это хочу взять еще. Там, смотри, там просто куда там ведет-то? Вот, ячейка адреналина, ярость. Ни о чем не думайте. Первый удар противника не будет влиять на частично заполненную ячейку адреналина. Вот, тут опять мишка. Урон от крита. Атака, способности, устойчивость. Датский топор и Адгейр. Повышает мастерство владения датским топором и Адгейром. Адгейром. А что это такое-то? Молот, что ли? Топор. У меня нету такого. А где тут цепы-то? Как у меня называется-то мое оружие? Цеп, да. Он так и называется, цеп. Удалось понять, что имелось в виду. Так, ладно, я вас оставлю. А, поговори с Гунаром. А, с Гунаром это кузня, точно. Пошли узнавать, что там надо делать. Мне нравится в длинном... Или скальд это некий стихоплетец, или как он? Барабанщик, в рогу дудеть, или как он? Короче, боевой дух. В этом краю ждало нас счастье, и сердце мое поет здесь. В прорыве бурном страсти мой талант ринется в полет. И я молю богов о том, чтобы дары их получить счастье, покой, дев, мужей и прочих. Кого и прочих? Скакунов.
Приятные мне вещи, искусство, творчество, поэмы, рифмы, все, что мне на ум придет. Деревянную ложку, собаку воткнет. Я продолжил. Деревянную, подожди. Все, что мне на ум придет, деревянную ложку, собаку, ну, воткнет. Все правильно, продолжил, значит. Ай. Кто ко мне пришел? Совершенствуешь мастерство, Альвис? Эйвор! Во всем Мидгарде лишь твои насмешки страшат меня. Ты научил меня слагать стихи, старый друг. И скоро я превзойду тебя в этом. Хочешь еще один урок? Поединок здесь и сейчас. Что скажешь? Давай. Блин. Да. Стой, сейчас, ребят. Вы, если чтоб понимали, я достал и хотел Клаву почистить лизуна зеленого, а у меня по всей руке, короче, растекся, блин. Этот, он типа как высох, что ли, или жидкий стал этот лизун. Я им Клаву чистил одно время, но он не такой был. А сейчас как с это... Ну, вы поняли. А сейчас отвратительная эта субстанция, она вся по пальцам растеклась. Нафиг я его достал? Почему он такой сопливый стал? Да что ж такое-то? Да, давай начнем. Что там Я согласен. Я обычно ставлю несколько монет. Большинство любителей флютинга также любят делать ставки. Но флютинга? сегодня без них. Я начну. Я готов. Точность рифм и размера. Вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. Слова скальду слоги считать не составит труда. Скальду слоги считать не составит труда. Интересно, ритм ты сохранил, но с рифмой не справился. Теперь поговорим о смысле. Скажем, флютинг — это живое сплетение слов. Не бездумная брань, поединок умов. Я скажу, что пуста у тебя голова. Я пошлю тебе она. Череп твой станет. Уж твое оторвать хватит мне мастерства. Я отвечу свою, загляни-ка сперва. Я отвечу в свою, загляни-ка сперва. Славный ответ. Я назвал тебя глупым, ты отразил выпад. Моего нет варианта. Почему? Тоже был о нем. Если на ум приходит не один ответ, используй тот, что ближе по смыслу. Последний? Что ж, ступай, остроумием мир покори. Покажи всем огонь, что пылает внутри. Как хотел бы я знать, кем ты станешь теперь. Отвечай мне, подлец. А то получишь люлей. Есть такой вариант? Ты такого и в снах никогда не увидишь. Поверь, учи... Давай первое. Ты такого и в снах никогда не увидишь, поверь. Рифма есть, а размер хромает. Но почти. Тебе еще многому предстоит научиться, но я верю, что ты сможешь. Всегда рад помочь, если захочешь повторить. Может быть. Спасибо, Альвис. Блин, ну все, ну че я открыл? Лизун, блин. Открыл и все, теперь все по пальцам. Да, вот я говорю, своих вариантов нету, а то можем прям на ходу что-нибудь ляпать. И было бы весело. Так, ладно, пойдем по кузнице пройдемся, узнаем. Флютинг это называется, ребят. Вот так вот. Ля, ты какая в татухах. Или в раскраске. Дай мне тоже нарисовать. Это у меня ворона на бритом виске. Хочу это, Михалыча лапу себе нарисовать. Неплохое место, Эйвор. Да уж. Так, давай. С тобой поговорим, что мы там... Тебе чем-то помочь?
Сигурд хочет первым делом отстроить твою кузницу. Я добуду серебро и припасы. Значит, ты пойдешь в набег. Славно, славно. Скучаю по А у меня все послать его надо, а? пробежу. Песни мечей и треску щитов. Я позвал бы тебя с собой, но другого кузнеца у нас нет. Так что ты незаменим. Не волнуйся. Лучше буду ковать топоры. Мое место здесь, а не на скамье речного коня. Кстати, еще кое-что. Среди разбойничьего хлама я нашел карту. О. Отмечены жилища саксов-монахов. Ну да. Разбойники не хуже нас знают, что в монастырях полно добычи. Возьми карту с собой. Уверен, она тебе пригодится. Управляйте дракаром. Так, нажмите М. Открыто новое. Давайте смотреть, друзья. Тут очень много всего. Наше селение. Так, монастырь. Так, сыны этого Рагнара, короче, где-то вот здесь вот обосновались. А мы вот как-то вот так вот сбоку припек. Это кто у нас? Оксенфоршир. Блин, жестоко. Там опасность, мощность 90 требуется. У меня такого точно нету. Так, вот это тут важные тоже какие-то вести иногда, поэтому... Вот, флютинг. Еще один из видов состязаний, в котором Эйро может держать блестящую победу. Ищите соперников в городах по всему миру и поговорите с ним, чтобы начать поэтический поединок. Во время флютинга внимательно слушайте, что говорит ваш противник. Лишь выбрав наиболее подходящий и точный ответ из доступных, вы можете посрамить противника и приблизиться к победе. Не стоит медлить, время на выбор ответа ограничено. Одержать победу в словесном поединке, повысите свою харизму, благодаря которой в некоторых разговорах можно использовать особый вариант ответа. Угу. Ну, типа, как наши блогеры устраивают этот, как он там, блин, я забыл. Тет на тет, блин, толпа там ревет. Как это у нас называется, ребят, кто знает? Я подзабыл, честно скажу. Дуэль поэтов. Пару раз видел, но что-то мне не очень такие вещи. Стоять, засирать в рифму друг друга или рассказывать о чьей-то жизни. Не думаю, что это есть хорошо. А вот о подвигах или так чисто поржать, да, можно. Баттл как-то он там. Что-то, подожди, управляйте дракаром, а меня куда повело-то? То есть я тут должен некие постройки, что ли, выбирать? Ну да, наверное, кузница. Дракар — это вообще лодка. На кой ляд мне лодку-то сейчас? А, у него прям кузня на берегу. Ну, в целом, да, понятно. Типа вода нужна, огонь, вода. Калить, остужать железо. Вор загнался-то, блин. Слушай. Набеги на монастыри. Набег на хорошо охраняемой территории — лучший способ раздобыть ценные сундуки, где хранятся припасы и материал. И то, и другое необходимо, чтобы строить новые здания. Понял. Мы отправимся в набег во благо клана. Поселение не отстроить без добычи. Благодаря таким батлам маршал Брюс Мэттерс 3 выбился в люди. Батлом, таким вот именно батлом. Сейчас, ребят, я попробую это сглаживание убрать. И у меня тут сглаживание на офигеть как высоко стоит. А вот окружение мы сейчас поставим. Нет. Перезагружать не нужно. Монастыри христиан будет легче легкого. Это не сглаживание, это резкость, по-моему. Сейчас, секунду. Да, это резкость. Вот серьезно, смотри. Вот резкость, какая смазанность. Выключаю резкость. И смотри, как приятно становится сейчас глазам. Так,
Саксы знают, что мы здесь. Монастыри будут хорошо охранять. Или... Сейчас, секунду. У меня вот эта смазанность, ну прям вообще, но... Так, она выключена. Сглаживание выключено. Монахи с их В молитвами. этих водах придется грести. Наши паруса готовы. Ух ты, как... Классно. Успокойся. Ну-ка, стой. Красиво. Спокойно музыка. Я, кстати, когда заснуть не могу, иногда включаю телефон и вот что-то аналогичное слушаю. Успокаивает и прям и спать. Так, где у нас эта карта? А, вот мы плывем. Брюс Мэттерс выбился третий. А я не знаю даже его. Да нет, много талантов есть, которые не могут пробиться, выбраться. Это не обязательно стихоплетом быть. И художники немало, наверное, какие-то есть. Да и вообще талантов в целом. Вперед! Хоп, хей, ла-ла-лей. То ли стрелы, то ли нет. Хоп, хей, ла-ла-лей. То ли цепом по голове. А, Эминем. Да не, я вообще этих рэп-исполнителей не очень. Мне вот это навали, как он? Хавали навали понравилось. Пустите меня на танцпол. Жопу подвигаться там, почепыжиться. Один ждет тебя. Я тебя раздавлю. Добрый. Вставай, братан. Привести в чувство. А так-то тяжело, кстати, попадать в ногу, когда он быстро двигается. Удачного стрима и хорошего продолжения дня. Пойду дела делать меньше, чем линк больше, чем. Да, Ричард, давай, спасибо, дружище. Давай, взаимно тебе трижды. Я пока буду тут уже разбираться со своим селением. Но это, видимо, сама уже игра идет. Вот наше некое начало. Да чтоб тебя. Не теряем бдительность. Умри! Что, падаль, страшно стало? Ты кого назвал падали? Держи. Господь нам поможет. Да я что-то не пойму. Это самое. Почему ты при уроне имеешь свойство... Ну, короче, у него удары, он ловит удары, и при этом хватает у него... Вот, опять. Иисус, помоги мне.
идем сзади. Недолго. Приводим в чувство. Помоги ему встать. Убью! Разорву! Бейтесь с умом! Сдохни! Хорош, хорош. Там еще кого-то надо поднять. Ну смотри, вот бахает. Отлично. О, грибы есть. Тор дал мне сил. Тор дал. Гриб не дал сил, а не Тор. Типа да, цепом раскрутиться только, а там уже нормально заходит. Помоги мне, скорей! Вот это сундук. Этого Гуннеру хватит. Но не стоит оставлять добычу. Не-не-не, собираем. Там вон еще некие какие-то бочки есть, это наша добыча. А, ну там охрана, поди. Да ладно, вы-то чё боитесь-то? Вы ж нормально общались. Эй, сюда! Эй, сюда, и соло давай плечом выламывать. Умрешь быстро. Ты в руках Одина. С правой стороны. Грешники будут в аду. Ну что, мы разобрались? Иду. Все, возвращаемся на корабль. Ура, говорит. Припасы, материалы. Так, ну давай хотя бы прикинем, что тут еще может быть. Тут может быть вот сокровища какие-то. Кому попало длинное и острое оружие, не удает. Так, уверен, настоящий мастер. Вот еще с этим, с копьем хочется попробовать. Копье, цеп, двуручный меч, это все, это как бы вот меч и топор двуручный, это как по мне одинаково, два топора, более он такой ух. Цеп очень долгий, но интересно проводит комбинации, довольно-таки болезненно, если дает бить. Там еще луки нас предупреждали, тоже несколько видов. Как сюда попасть-то? Ага. Плащ маскировки. Да не. Так, дальше продолжаем здесь. Сейчас все найдем. Всех найдем.
Смешаться, говорит, с толпой. Записка жителя. Больные везде, куда ни посмотри. Недуг поразил весь этот монастырь. Я постоянно слышу стоны и крики. Нам пришлось сжечь тела погибших, чтобы они не осквернили землю кладбище. Поможет нам Бог. Еще и чума тут какая-то. Так, и последняя тут эта вот штука. Обязательно тоже заберем. Красиво. Луга, холмы, да? Это как это, что-то кино какое у нас. Хоббитов тут встретим, нет? Да, говорит, маскируйся. Тут маскируйся, не маскируйся. Что-то тебя и не хотят, в принципе, трогать. По полю с булавой. Нет, осторожней, а то лист упадет. Нет, осторожней, не надо, не трогай дерево. Ладно. Как тебя зовут? Мэй? Эйвор. Почему тебе так важно это дерево? Из-за листьев. Отец сказал, что вернется домой, прежде чем упадет последний лист. И остался только один. А отца все нет? 6 недель прошло. С тех пор, как он ушел в Линкольн искать работу. Лучше бы он остался. Еще хоть на год. Он решил, что поля не взойдут, но мы бы постарались. Твой отец, видно, честный человек. Он хотел позаботиться о тебе. Он наверняка делает все, чтобы вернуться. А значит, надо надеяться. А вот так убиваться просто нет смысла. Но что мне делать? Начать жить так, словно он вернется завтра. Что бы ни случилось с этим листом. Да, я так и сделаю. Отец сказал бы то же самое. Спасибо, Эйвор. Может быть, надо еще подождать? Пока... А нам-то что, подожди, как покоится-то? Еще чуть-чуть. Это смешаться, видимо, с толпой. О! Давай-ка заберем. Ладно. Не знаю, к чему там это приведет. Вернется там, не вернется он. Славный был день, и все вы хорошо потрудились. Пора возвращаться домой. А ты уверен, что где-нибудь не найдется еще пара золотых самородков? Я уверен, нет. Эйвор, сколько засечек? Засечек? Так, я не веду счет убитым. Их чересчур много. Да и незачем, по-моему, это. Заметив что-то опасное, ваши враги начнут беспокоиться и будут куда более внимательны. Как бы щиты пробивать здоровые вот эти. Да, еще копье, говорю, попробую. Ну, конечно, брат Волка. Я вот убил
26 вроде как. А, да, когда мы прибыли, их не было и дюжины. Нет, ты их не видел. Они напали из леса. Уже вернулся? С доброй вестью. Мы нашли все, что нужно. Так, взаимодействие. Кузница. В кузнице Гуннара можно усилить ваше оружие, снаряжение, а также персонализировать его. Построить. Я бы бани построил. Хочу в баню. О, отлично, Эйвор. Эта кузница куда просторнее, чем моя старая в Форнбурге. Заходи в любое время. Лучше меня, кузнеца, ты нигде не найдешь. Конечно, Гуннар. Зайду. Эй, Строительство. Так, для доступа к уникальным мастерским персонажам и прочему возведите постройки в Рейвенсторпе. Столпу с табличкой имеет достаточно припасов. Призвать ворона, увидеть, что построено и что можно построить. что привело тебя ко мне? Покажи мне. А, это этим ассасинам, они в итоге с нами, что ли, пошли? Да, посмотрим, что у него появилось, и пойдем там дальше. Поглядим. Расскажи, чем ты тут занимаешься? Я могу украсить или улучшить для тебя любые оружия и доспехи. Дай взгляну на товары. Используй интерфейс сверху, чтобы открыть меню, изменить внешний вид и сменить оформление своего снаряжения. Ослабить снаряжение, вернуть усиленное оружие и снаряжение в исходное состояние. Изменить внешний вид. А, я не могу выбрать, да? Ну, понятно. Так. Тебе это нужно? Так, топор Варина. Я ослаблю. Цена 100. Получу предмет 1 осколок. Да. Брусок, точнее, угля. По усилениям повысить жезл. Так. Новая ячейка, новый внешний вид, цеп, атака возрастет. Пока, наверное, не буду. Да, неплохо сделано. Пока не буду, наверное, все-таки пока отложим эти все бруски и так далее. Что тут еще стало доступно, непонятно. Что-то показывает, типа у вас тут какой-то некий предмет. А что за предмет-то? Урон от слабых ударов возрастает при блокировании. А, вот руна. Я понял. Это все руны на выбор, которые могу использовать, да? Так, подожди, какое оружие-то? Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Сюнин, сейчас. Да добычу у своих же добыл. Еще построим.
Замечательно. Теперь будет удобнее. Мы еще никогда не были так рады твоему письму. Какие чудесные вести. Наш цветочек распустился за морем. Кажется, ты целую вечность нигде не жила так долго, чтобы мы могли отправить тебе посылки. Надеюсь, тебе понравится приправа и масло. Мы очень расстроились, когда узнали, чем тебя там кормят. Кстати, если ты угостишь своих новых друзей приправами, возможно, они научатся правильно произносить твое имя, и тебе не придется его упрощать для них. Янь-Ли, мы редко разговариваем. Я о тебе ничего не знаю. Как ты очутилась в Англии? Увы, моя история скучна. Я родом из Джинчжоу, далеко отсюда. А здесь без причины. Из любопытства. Ничего интересного. Просто я страшно хотела путешествовать и нашла место на торговом корабле. Скучаешь по родине? Да, и часто. Однажды я вернусь или уговорю кого-то из друзей и родни приплыть сюда. Но спешить некуда. Тебе здесь всегда рады. О, кстати, скоро у меня будут кое-какие приправы с Востока. Я ценю ваше гостеприимство, но еда тут... Ладно, вы стараетесь. Так что ты тут делаешь? Я продаю и покупаю самые разные вещи. Кроме того, я торгую со многими другими купцами, а значит, у меня ты найдешь все, что хочешь. Что сегодня предложишь? Так, давай посмотрим. Реально. Нет, правда. Я всегда рада с тобой торговать, Эйвор. Так, мне надо вот эти товары оставлять, да? У меня есть сыр. Сломанный, я не знаю, что. Священная сфера какая-то. Только дурак это не купит. О, персонализация поселения. Говорю, купи это. Вы понимаете, тут как все интересно. Думаю, это будет отличный выбор. А куда это все? Купишь. Пока нет, подожди. Мне уже пора. Всегда тебе рада, Эйвор. У меня же тоже есть эти всякие деревья. А куда их впихать-то? Типа... В предметах, вот они. Потом разберусь, видимо. Осмотрись вокруг. Там кожа, там кожа, там кожа. Тут, короче, можно поохотиться. Дай-ка проверим, может быть, братство ассасинов мы сделаем. А, вот, с ним поговорить по поводу амулета. А, амулет мы отдали уже. Хайсом, скажи, что вы с Басимом собираетесь делать теперь? В Англии много городов, а у нас в них много дел. Люндон, Йорвик, Винчестер. Все три кишат членами ордена, к которому... Йорвика я помню еще по Dark Souls. Еще дальше. Йорвик, блин. Их больше, чем в любой другой части света. Они сеют раздор так же, как Йотви в Норвегии? Не просто раздор. Они распространяют невежество, приучают людей унижаться и истязать себя ради власти. Тебя это сильно волнует. Конечно. Для того и появились незримые, чтобы освобождать тела и души людей от любых неестественных оков. Но в Англии нас не было... Незримые ассасины, да? Незримые не ступали на эту землю с падения Римской империи. За это время Орден Древних сумел порядком разрастись и окрепнуть. Теперь нам придется непросто. Для начала нам с Басимом не хватает лишь конторы. Будем благодарны, если найдешь время и средства на ее постройку. Я постараюсь. Так, надо посмотреть, у нас остались кое-какие ресурсы. У нас 200, не хваточка. Придется еще один набег сделать.
Эйвор, сюда! Так, а это что у нас? Сыны Рагнара выдвинулись туда давно. Для чего эта комната? Для моего верного клинка. Для тебя. Чтобы поспать, отложить топор и побыть наедине с собой. Тебе нравится? Она мне подходит. Но мне бы хватило и простой койки у причала. Я не лучше других воинов. Дело вовсе не в этом. Достойно, да? Рядом, в нашем длинном доме. Хоть я и ярл нашего клана, мы правим им вместе. Как и всегда. Так что начинай обживаться. И встретимся у конюшни, как закончишь. Обживаться, говорит. Все, я потек. Так, узри же наш новый лагерь, который мы возвели на дымящихся руинах стоянки сынов Рагнара. Пока что он выглядит очень впечатляюще, но сможет привлечь торговцев, путников, если приложить достаточно усилий. Пока что мы можем построить следующее здание. Контора ассасинов, конюшня, птичник, торговый мост, казарма, кузница. Когда закончишь с кузницей, совет построить контору незримую, хайсам, а я сразу торгашей, короче. Нам найти возможных союзников. Если у тебя будут вопросы, обращайся. Так, значит, нам набег в любом случае нужен. Шкатулка для писем и прочих записей. Угу. Случалось спать на кроватях и похуже. Здесь можно будет отдохнуть. Скромно, но все мое. Давай приляжем. Ну, в таком здоровом помещении спишь, ворота открыты, ходят, выходят и в одежде. Жесть. Ну, конечно, мы поспим. Куда без этого? Скромно, но все мое. Так, все мое, говорит. Встретись с Сигурдом в конюшнях. Пошли. Отличный день, Эйвор. Опа. Ягоды, что ли? Малина? Малина на губах. Или что это? Или опять морожка? А морожка это, видимо, у них там брусинка так называется. Готов выезжать в любой момент. Не сомневайся во мне, друг. Наш путь ясен. И нас ждет лишь слава. Прощай, Эйвор. Прямо сейчас. Так, прошу. Иначе никак. Но я же могу вам помочь. Что А там чем случилось? спорта? Басим уже отправился в путь? Сигурд тоже уезжает. Это правда? Мы знаем, что лагерь сынов Рагнара на севере. И стоит навестить их, чтобы закрепиться в этом краю. Басим отправился туда? Не думай, чем занимается Басим. Наши дела важнее. Я держу путь в Ледо-Честершир, в город под названием Рептон. Буду ждать тебя там, Эйвор, как только освободишься. Я уже готов. Нужна только лошадь. Пока нет. Иди к Рандви. Выполни ее поручение. Расширять поселение мало. Нам нужны новые союзники. С парой друзей Англию не подчинить. Тогда с тобой поеду я, Сигурд. Лучше меня спутника не сыскать. Нет, Даг. Твое место здесь, с воинами. И ты будешь подчиняться Эйвору. Легкого тебе пути, брат. Я прибуду, как только смогу. Да. Легкого пути тебе, брат. На себя дружину. Подчиняться Эйвору? Это что, проверка? Вполне возможно. Сигурд крайне мудр. Я скорее буду подчиняться блохе. А, супер. А Эйвору вообще насрать, кто там че кому. Что это такое? Что-то заведение. А где музыка-то? Что это заведение-то? Эйвор, пока я не могу похвастать конюшней, но если
Неизбежная встреча доступна. По слухам, жители острова Скай сделали жертвой чудовищных кошмаров. Ни единой душе на острове не дается избежать ужасных снов. Не дайте острову погрузиться в безумие. Спасите прекрасных жителей. Прекрасных Скай в здании. Чтобы начать это приключение, отыщите Рейспорт необычные гости. Что получше? Гробница павших. На некоторых камнях по всей Англии, в том числе за рекой у Рейвенспорта, недавно появились странные символы. Возможно, эти крепкие на вид валуны лишь наваждение. Исследуйте пещеру, где находятся бритские гробницы, и найдите таинственные доспехи в гробницах павших. Я смогу держать отличных скакунов. Нам Чё себе там? хорошая конюшня. Попробую помочь. Да, то же самое. Самый верный способ добыть серебро и припасы для поселения. Расскажи о себе. Скажи мне, Роуэн, почему ты так сильно любишь лошадей? Они с детства были моими лучшими друзьями. Лишь лошади не потешались над хилым, заикающимся пареньком. А со временем я начал понимать их не хуже, чем людей. Я слушаю, когда они говорят, и наоборот. Напомни, чем ты тут занимаешься? Как конюший и лесник, я с радостью помогу тебе с любым вопросом, касающимся твоих лошадей или ворона. Я сейчас мало чем могу помочь. Вот если построишь конюшню, буду торговать. Мне пора. Увидимся. Набеги до самый встречи. верный способ добыть серебро и припасы для поселения. Вы понимаете, а мне надо, короче, сейчас ассасином построить, мост построить, конюшни построить. По набегам. По навыкам. Так, по навыкам. Это надо осваивать, это осваивать. Адреналина, урон ближний бой. Берем. Устойчивость в ближнем бой, потом только путь медведя и потом только ярость берсерка. Двуручный меч или короткий меч? Но это, мне кажется, такое уже, когда с этим, с оружием будут попонятнее, какой будешь таскать. С Ранви, Сигурта жена, повысить уровень поселения до 2, до 4. Заключите союз в Англии с Ледостершином или каким, так. Научитесь азам речных набегов вместе с Вагном и его верной дружины опытных Йомсквингов. Вызов брошенным богам. Ничего себе там мощность нужна. Состояние. Басим и Сигурд попросили вас помочь Хайсаму с важным делом. А, ну это же, блин, постройте. Я не могу, мне надо набег сделать. Чё ж вы с вами лезете-то? Сейчас мы, подожди, где она? Вот она. Речные набеги. Нам бы еще разок бы 1000 найти бы этих провизий. Еще 3 построечки сделать. Там как раз 6 надо сделать. Я только 3 сделал. Союз я не могу заключить, верно? Верно. Блин, а где мне тут? Лейт 6 тир. Грейнбитшир какой-то. Я думаю, что поплывем, наверное, но задания вообще не эти. Набег будем делать, но сейчас поговорим все-таки с какой-то хотя бы
Ранвис. Ну, не с какой, я имею в виду, с женой Сигурда. Ранви поговорим. Тоже поручение. А у кого ягоды-то? Дайте ягод. Может, они где-то растут тут в определенном месте? Ягоды. О, бумажка. Ёла-пала. Татушка. Вот ты где. Ты хотела встретиться? Так, друзья, да, 2 минутки, с вашего позволения. Кофеечку сделаю. Пару минуток, и мы продолжим. Что она, интересно, нам скажет? Как решил Сигурд, расширять влияние на берегах Англии предстоит нам. Ему нужны союзники. Он хочет заручиться поддержкой каждого Дана и Сакса в округе. Да, мы тут чужаки. Друзья нам пригодятся. Откуда начнем? Лазутчики каждый день приносят свежие вести, и я начинаю понимать, что к чему в этих раздробленных землях. Когда узнаю больше, смогу рассказать о каждом регионе, прежде чем ты туда отправишься. Ладно. Когда обретешь в регионе союзника, возвращайся поговорить. Вместе решим, как быть дальше. Понимаю. Так с кого же начнем? Сейчас у тебя есть лишь 2 варианта. На севере — Леда Честершир.
Там Сигурд и сыны Рагнара Ладброка. На юге — Грентобриджшир. Там армия данов, которой командуют Ярл Гутрум и его подручная Сома. И еще, у нашего юного друга Хайсома есть и собственные связи. Они могут пригодиться при поиске союзников в городах Англии. Поговори с ним. Так, Сигурд на севере, а мы на юг, наверное, рванем. Посмотрим на карту союзов. То есть надо как-то заключить союз с одной из сторон. Так, чтобы жить в Англии без помех, вашему клану нужно заключить союз в выборе территории, чтобы послать его владыке письмо с предложением помощи. Союз с каждым новым союзом вам будут открываться новые территории. Так, север. Вот здесь у нас Сигурд. А вот это юг. Расскажи мне о Грантобриджшире. К северу от Грентобриджа, у развалин за рекой, есть лагерь данов. Летней армии, как их называют саксы. Чтобы заключить союз, нужно завоевать доверие их предводителей, Гутрума и Сомы. Мои люди не встречали их лично, так что мне мало что известно. Но мы хотя бы знаем, с чего начать. Давай, заключу союз. Отправлюсь туда. Хорошо. Да пребудет с тобой Фрейя. О. Поговорить с предводителем. Все, я понял. Получить 300 хеликсов. Потратить их на дополнительное снаряжение, предметы. Чего? А Эйвор отправляется на поиски предводителя Великой Летней Армии, чтобы заключить союз. Последний раз войско видели неподалеку. Чего? Какие хеликсы? У меня 300 хеликсов есть, друзья. И дополнение, наборы, оружие там, смотрите. Материалы, набор. Дополнение стартовое 1200, гнев друидов. Ничего себе, спасибо. Эксклюзивное предложение. 2400 хеликсов, тематический набор. Понял. Что по персонажам? Такой скин типа раненый. 500. Комплект снаряжения год. Нянь какой-то. Нянь. 800. Пепельный. Ночь. Вот тут это вот неплохо смотрится. Темный рыцарь какой-то. Волк. Хрюндель. О, да. Набор тату. Татуисы, что ли? Круглого стола. Так, а что еще тут есть? Персонажи, наборы. А, тут можно уже сразу наборами, я понял. Оружие. Почему оружие все время на 50 больше стоит? Что в Одиссее на 50 хеликсов больше, что здесь на 50 хеликсов больше. Ну, он меч себе Дзёрагири какой, двуручное оружие. Можно посмотреть. То же самое, блин. 350. Ubisoft Connect. И чё, давай подключимся. Ну, у меня 92 монеты, у меня нету соточки. Белое сено. Так, к сожалению. Так, ладно, двуручная. Дальнего боя щит. И то же самое не могу. Некие ускорители. Спутники. Такая жар птица прям. Я какого-то ворона получил же. О, Михалыч. Михалыча бы сейчас.
Ну, собственно, и все, друзья. И это как бы имеющийся. Купленный логотип Ubisoft. Правая рука. Песня о Сигурде. Лук. Вот, купленный у меня какой-то винвальский ворон. Костюм, трофей. Ubisoft. Украшение мореплавания. Лёшка, здравствуй. Плавание. Костюм Басима. Так, ладно, смотрим. Хорошего дня тебе, Алексеич. Добро пожаловать. Так, а где у нас... А, вот он, Союз. Союз. Сейчас мы, значит, туда поплывем. Поплывем и будем в Союз вступать. А, видимо, вот к этому дереву я подошел. У меня опять Один явился. Ух. Лагерь дерева. О, там что-то есть. Блин, попасть бы еще туда. Покажи, что там. Там что-то всего много, но я не пойму, как сюда попасть. Лёшка, расскажи, поделись, друг, о чем ты вчера там спорил-то с Анубисом? Что ты там вообще делаешь-то? Зашел, послушал, такой, думаю, бред, нафиг отсюда. Чего вы там не поделили? Слушай, ну это какая-то некая загадка получается. Как-то я должен проход этот прочистить, что ли? Может, телегу толкнуть? Нет. Может, тут с лука стрельнуть? Что такое тут надо делать? Не пойму. Есть какие-нибудь догадки? Я понимаю, что надо где-то зайти с какой-то стороны. Все, Леха пропал. Или пишет сообщение. Ну, надеюсь. Надеюсь, хоть с ним что-то сейчас мы пообсуждаем. Стример делал стримы на персонажей более-менее подходящие по смыслу праздника, и там есть персонаж с автоматом Рейнор, вполне подходит как стрелок армии, а этот Анубис начал с какого-то фига писать. Чего? Мягкий знак ЧТО, причем тут этот персонаж. Я понял, Леш.
Я тут... Ладно. Он типа хотел синхронизировать, что ли? Блин, не знаю, по-моему, вообще глупая затея. Просто, ну, глупейшая. Я тут также с Horizon, мне говорят, ты лор читал Horizon? Ну, да, в Zero. Я такой, да. Чего непонятно, но очень интересно, как... Да какой это, блин, праздник защитников Отечества, блин, а это... Что-то пытается, видимо, придумывать и не заходит, да? Да, блин. Я такой тоже сижу на веселе, делать нечего в селе. Ну дай-ка гляну, кто там, что там. Зашел, посмотрел, все одно и то же, ничего не меняется. Я в игре. Смотри, Леха там что-то говорит. Че за дичь-то? Я тебе сейчас, говорит, разъясню, блин. Какой-то там Анубис, думаю. Ладно, спрошу по возможности. Спросил. Теперь я понимаю. Если бы было море пива, я бы дельфином стал красивым, да. На прошлой неделе вокруг звучал смех и песня, оно ласкало запах жареного поросенка. Несколько дней спустя я слышу лишь то, как рядом скачут кролики, а вдалеке каркают вороны, которые дерутся за объект, и вокруг дыма и угли. Войско сынов Рагнара ушло. Многим показалось бы, что в разоренном поселении нечего искать, но для кузнеца это место полнится сокровищами. Я ненавижу данов, но за все, что... Так. Как в героев будем играть, я тебе голосом объясню. Много слишком писать смайловик. Да, ладно, Лех, я понял. Там, если говорить про ту самую игру, о которой идет речь, не про Дану, которую сейчас стримлю, про которую мы с тобой говорим, про Ходс. Там единственное, это битва вселенных была интересна. Там типа битву можно Альянс Орду сделать наподобие. И надо что-то такое придумывать на фоне лора. Но никак не с праздником смешивать игровую эту. Вы чё, ребята? Тут иной раз осуждаешь, что в играх какая-то политика присутствует. Они еще туда праздник, синхронизацию вводят. Но это неправильно, как минимум. Хоть может это интересно показаться, но ничего в этом интересного нету. Так, ладно, синхронизировались. Да, как будет возможность, только я, Лех, пока в него вообще все. Без желания. Через пару месяцев, может, там мы пересечемся, пообщаемся. Пока что, сорян. Не могу я в это играть. Как-то так. Так, а я по суше доберусь, интересно? Нет, я по суше вообще никак не доберусь. Так. Да. Удалил уже, сколько там, сколько прошло? Вот как мы с тобой, по-моему, играли последний раз. Я так удалил больше. Нет, на следующий день я где-то поиграл. Ну, одно и то же, Лех, но никакого логического завершения нету. Все одно и то же. То есть надо команда, надо состав, надо постоянно трениться с этим составом. Соло там ловить нефига. Подбор также лютует. Вообще, ну, ничего нету. Ну, я думаю, что ты когда, ну, к примеру, не ты конкретно, а когда народ насытится происходящим и поймет, что, ребят, тут нифига не интересно.
Ни обновления, ни продвижения, ничего вообще нету. Ни какого-то заключения логического. Хоть в прохождениях есть логическое заключение. Просто я так думаю, что люди не насытились, поэтому играют до сих пор играют. Ну, знаешь, как некоторые игры, так я не в ту сторону плыву. Что-то пытаешься, потом у тебя не получается, сгораешь, и в игре ничего нового не происходит, а ты опять туда. Ну, это говорит о том, что ты еще игрой не наелся. Вот когда наешься... Возьмется за игру. Думаю, будет будущее. Парус поднять! Возьмется, да. Они за StarCraft не брались, блин, сколько там. Здесь парус не поднять. Первый, второй выпустили и все, и задвинули. Им надо арену, им надо киберспорт делать. Есть же Overwatch, есть тоже StarCraft, хотя StarCraft, по-моему, в Азии приветствуется. У нас я не вижу этого. Вон, этот один, как он там, медоед, по-моему. Иногда промелькает, сидит, играет и все. Поднять парус! Вот если игровая будет дисциплина, типа, опять... Хотя какое игровая? Танки рухнули, тоже киберспорт закончился. Танки. А там, я думаю, аудитория в разы больше. В разы. И ты думаешь, Microsoft будет поднимать? Что-то сомнительно. Как по мне. Хотя, казалось бы, танки, блин, сколько народу там играет. Ой, просто. И то задвинули. Идем на союз, друзья. Так что так. Я сомневаюсь, Леш, честно. Парус поменьше! Что ты видишь? Что ты видишь? Что ты видишь? Чего там спрятано? Кого позвать? А мне, по-моему, как раз-таки именно сюда и надо. Ну да. Рекомендуемая мощь 21. Но мы с вами вроде как плотненькие. Под уровень. Чертополох. Амир, здравствуй, добро пожаловать. Хорошего дня, располагайся. Тихо. Говорили, что компанию нужна мобба, хоть как раз та самая, которую можно довести до ума. Я верю, смайл улыбка. Хорошо. Не, этому, как его, если будешь там разговаривать, общаться, предложи битву типа вселенных, не вселенных, а битву Орды Альянса. То есть персонажа там хватает. Если у Женьки там битву вселенных по именно по лорам, а там можно разъяснить Альянс, Орда и Вражда. Я помню, что-то хотел тоже аналогично в то время делать. У меня на этой почве была идея. А потом все это у Женьки появилось, и я тем более как-то уже без интереса стал играть и перестал этим заниматься. Так что вполне к Альянсу можно отнести там одних, допустим, с этого Старкрафта, к Орде там с Дьявола отнести, как-то более зловечно. Ну, как-то вот так. Ну как, Вальгалла тебе зашла? Амир, честно сказать, непривычно вообще. Вот именно по геймплею, я говорю, я играл пару раз в War Honor, и сегодня прям у меня наваждение, как будто в War Honor, да, какая-то такой геймплей легкий. Возможно, это, не знаю, ошибочно, надо привыкнуть. По сюжету вроде пока неплохо, отец примкнул к этому клану, к которому мы дрались, хотя на самом деле мы победили, а батька Сигурда, ну, то есть наш дядька, получается, примкнул, преклонил колено, а Сигурд говорит, не, так не пойдет. И мы вот сейчас в Англии. По лору интересно, приходит, босс надо присоединяться, Амир. К боссу надо присоединяться, если он сейчас появится, надо присоединиться нажать. Присоединиться, восклицательный знак, пробел.
присоединиться там маг, священник или воин. Нажать. War Honor. А я не помню. По-моему, был. Там бесплатно его раздавали. Об этом говорил Рандви. Где-то здесь должна быть летняя армия. По-моему, бесплатно его раздавали. Я как-то в него играл. Ну там вот типа того, знаешь, как-то геймплейно выглядит. Только там ты дерешься как арена. Или что-то там такое. Ну, в общем, участок территории, где заруба происходит. В War Honor. Здесь, конечно же, открытый мир. Можно в нем попрожигать, то я смайл улыбка. Кого, в War Honor? Лёг, да поиграй в Вальгалу. Она сейчас бесплатная 4 дня, можешь получить любой. 4 дня бесплатно, можно попробовать за 4 дня хотя бы до Англии добраться. Я вот за второй стрим в Англии уже. И тут уже весь идет разворот. А там тем более по скидкам сама игра Вальгала. Если зайдет, то можно и по скидке приобрести. Я ни на что не намекаю. Попробуйте. Тем более халява. Босс не вызвался, значит, Амир, у тебя пока прав нету босса вызывать. Ну, когда босс вызывается, либо баскетбол, либо... Да, баскетбол и босс, то там надо присоединяться. Еще в чате писать присоединиться. Не упустить, главное, этот момент. ПВП, то есть тут есть еще сетевые зарубы, да? 3 дня на работе и то Блин, ну... поиграть. Не успею даже распробовать. У меня дома меньше времени есть играть. Как бы это ни звучало, смайл улыбка. Я думал, он сейчас нырнет, как во всех ассасинах, да, ласточкой. Руки расправит. А он у меня, короче, жопу вперед полетел. Я думал, я промахнулся. ПВП механик интересней, чем Одиссей. Но тут вообще ПВП нету, Амир. В Одиссее... ПВП это когда игрок против игрока в сетевом режиме. Я не знаю, есть тут, но, по-моему, в Одиссее нету. То есть, может быть, ты имеешь в виду, типа, как люди с людьми, да, там, типа, NPC, и ты... Ну, Одиссей как-то ярче, что ли. Ну, в Одиссее, да, у него... Я когда пришел, допустим, в Устоке играть, мне показался очень интересный геймплей. А потом еще Одиссей, он как-то подинамичнее такой. И по талантам. Сначала, да, непривычно, потом ты... Здесь же как-то, да, все типа замедленно, копья, мечи, тяжелая амуниция. 3 дня на работе и того 1 день поиграть. Не успею даже распробовать. Почему? Закачал в 1 день, я думаю, интернет у тебя нормальный. Я думаю, все успеешь, если захочешь, Леш. Лишь было желание. А, ё-моё, для меня весь мордобой ПВП. Не, это называется вообще... Ну, я понял, да, Мир. Я тоже так же. Ко всем этим сленгам. Но вообще ПВП это, да, такая... Допустим, если бы здесь было ПВП, это получается уже некий War Honor был бы. То есть ты заходишь в главное меню, выбрать сетевая игра, и пошел человек против человека. А ПВЕ это именно как бы суть драки такая же, но только управляет этот искусственный интеллект персонажем. То есть бот. Ладно, это я понял. Что не страшно. А ты кто? Эйвор, из клана Ворона. А мы с ними союз хотим заключить. Смог взять их городишко? Нет,
Нет. С отрядом там 3 человека. Говорит, с отрядом. Мы пришли, тут была кучка глинобитных лачуг. Смотри, там крепость. Поле дело при нас. В Грента-Бридже кипела жизнь и процветала торговля под рукой нашей ярлы Сконы Сомы. Но саксы отбили его у нас. Объявились в городе, будто выползли из теней и вышвырнули нас. Я забыл, это PvP, это плеер, VC плеер. Ну да. Но я суть-то понял все равно. Не заморачивайся. А как же городские стены? И стража? И стены целы, и стража ни о чем не знала. Будто они вылезли из норы прямо в центре города, жгли все на своем пути и вопили всякий вздор о каком-то древнем воинском ордене. Когда я увидел огни, уже многих схватили или перебили. Мне тут понравился. Скона Сома. Че ты, говорит, со своей армией не справился? Вот это вся армия. В суматохе мы разделились. Она увела дружину на северо-восток, в болото. Мы бы пошли за ней, если б могли. Она очень нам нужна. Я найду Сому. А вы будьте наготове. Она давно скрылась в тумане фенских болот. Найди ее, Дракар. Это надежней. Вот еще в Одиссее, Амир, да, я не помню, чтобы было после убийства какой-то главной цели. Типа, как помнишь, он в каких-то сериях в Одиссее пером смазывал, типа, отправлял к Анубису. Анубис, забери его. Ну, вот он убил физическую оболочку, да, и отправлял. А в Одиссее такого не было, здесь уже, по-моему, такое есть. И то есть, игра как-то пока смешанные чувства, на самом деле. Геймплей мне непривычен, скажу так, на первое время, возможно, потом привыкну. Это, говорю, вот War Honor, или как War Honor, он правильно. Типа с вот этими вот сопроводителями, только после убийства здесь приходит Один. И, ну, красочно. Пока что вот, не знаю, может еще какие-то мысли придут. Ну, не похоже, короче, на Ассасин, на те предыдущие серии. Динамичность вот это подкрался там. Тут что-то такое. Набег. Так, а что у вас тут есть-то в горшках-то? Найди Дракар Сома. Сома — это, видимо, его супруга. Блин, этой руды тут, мне кажется, много надо, да, так? На всю эту раскрутку, поделку. А тут за каждую кучку по 2 штучки. Маловато. Три кусочка. Так, давай почитаем задание. Чтобы мы заключили с ним союз, он нам говорит: найди Сому. Эйвор отправляется на поиски предателя Великой Летней Армии, чтобы заключить союз. Последний раз войска видели неподалеку от Грентербриджа. Во. Так, это мы потом все. Там какое-то некое подношение потом делать. Мне сказали... О, провизия. То есть птички — это тоже провизия. А где лодка-то? Лодку-то дайте. Вон моя лодка. А, можно, вот, все. А ну, пошли, пошли, пошли. Лети же, Сюнин. Фига тут. Опа. Какая там женщина? Ключ. Сокровище. Сейчас пришвартуемся, ребят.
Оденем наш плащ. Щиту. О! Мы еще не знаем, кто тут. Чего? Подожди, ты приклеился-то. Сдвинуть. Руна точности для оружия. Где там ключ-то? Там что-то, по-моему, как... Сюнин, укажи путь. О. Далеко не пойдем. Сейчас ключик заберем и... Сома. Лодку пойдем искать. Мои посевы. За что мне столько вредителей? Да вылези-то. Расправь крылья, Сюнин. Прочь! Прочь от моей твердыни! От моих деток! Моих кошечек! Уходи, Дан! Уходи! А чё это? Подожди. Тут, по-моему, надо у того мужчины брать квест, да, и... Крысы! Скверная земля? Эти крысы. Я все перепробовал. Щелок лил, ловил саранчу, нанял детей убить крыс. Увы, меня спасет лишь чудо Божье. Да, Детей, эти говорит, твари крыс. губят твои посевы. Но боги не спасают от крыс. Ха, ваши языческие боги. Я лишь хочу накормить свой шир и избавиться от крыс. Чтобы это сделать, нужны их природные враги. Мерзкие, гадкие крысы. Ну да, кошки. Мои посевы. Фига себе. Короче, я понял. Ключ у той женщины. Чтобы попасть сюда. Что-то связано с крысами. Я так не пробью. Ладно, придется подождать пока. Тут еще, вот видите? Вот. Может, типа мы кошку и найдем? Столько убитых данов. Они дрались, отступая. Столько убитых данов. Какой-то англичан.
Я-то думал, сейчас я заберу ключик, сейчас куда-нибудь мы с вами проникнем. Нет. Видимо, попозже туда надо прийти, когда заключим союз. Да куда? Да куда ж ты ее... О. Стань моими глазами, Сюнин. А, вон он там, вход какой-то. Ладно, потом разберемся. Я думаю, туда еще придем не раз. Ты чё надо-то? На лодку села. Жопа с крыльями. Так, а где она? Сюнин, разведай местность. Здесь полно стражников. Вигмунд выгнал Данов из Гренте-Бриджа как скот. И перебил точно скот. Я бы вообще... примером другим. Бой! Строго за мной! Хребет переломлю. Защищайте меня! Что-то не пойму, как обилка двоечка работает. Еще немного! Освободи нас. Быстро. Там, на берегу Дракара, по виду датский. Где? Пришел твой час! Да как она работает, эта двойка-то? Нифига непонятно. Я вот сколько играю, я еще ни разу двоечку, обилку не прожал. Что-то он вроде катится, как-то должен схватить, что ли? Во имя Христа! Хорош. Бить тупицу с ног! Можно было бы копье еще забрать, я попробовал попользоваться. Вот. И чего? Он должен его повалить, короче, ударить кулаками. Главное, разжались в путь. Сома точно где-то рядом. Нужно осмотреться. Благодарю тебя, друг. Так, совершили мы набег, ну типа освободили. Читать, подожди. Прекрасный был Дракар. Под стать вождю. Видимо, корабль Сомы. Ярк Сона следит за всеми своим кланом и любит свой город, скрытый туманом. Ярл Скона. Да подожди.
Найди Сому и поговорите с ней. То есть она живая. Вот он, походу. Чувствую прилив сил. Ага, без головы. Вот она, говорю. Нет, не она. О, да, он кошку нашел. Вот человек тут какой-то нарисовал эту пометку. Надо там кошку найти. По-моему, барышня отдаст нам ключик. Если я не ошибаюсь. Ну-ка. Что-то мы с Лехой разговаривали. Тут выложили на Reddit. Ходс попал в топ-30 игровых сообществ на Reddit. Ну да, где больше всех трещат. Игровое сообщество. Так. Старая подушка. Кому нужна подушка? Лети, Сюнин. Может быть, вот она. В общем, какая-то барышня, которая... Похоже это на барышню. Ваша Ярлскона здесь? Не здесь. Сома увела саксов на восток от своего А во. дома, чтобы запутать в тумане. На восток. Ушла на восток от своего дракара. Интересно, как мне восток определить? Там или так? Как не посмотришь, восток будет с другой стороны. Если мы говорим здесь, то восток где-то вот сюда вот. Запад-восток. Туман от своего дракара. Покажи мне все. Где она там? Может быть, типа по следам трупов идти? Ну, да. Стоять. Кожа пойдет. Митлок. Вы еще в силах сражаться. Вон он, вон он. Все, нашли. Живо отнесите его в тепло. Заткни рану мхом и перевяжи. Эгель, смотри на меня. Помнишь, сколько вепрей ты добыл в первый день в Англии? Держите его. 9. Жирных, огромных. Хватило на неделю. Да, точно. Через месяц добудешь не меньше. Жестко. Ты пришел из тумана. Зато вылечила. Но у нас нет мертвых. А ты верно, Сома. Давай отойдем. Людям нужен отдых.
Это тяжелый удар. Многих вы потеряли? Спасибо, что спросил, но когда вода красна от крови, а воздух пахнет смертью, я хочу сперва узнать, кто ты. Эйвор из клана Ворона. Я искал тебя. Мне нужен друг и союзник. Ясно. Я Сома, леди Грентебриджа. Хотя, говорят, некий орден безумцев жаждет лишить меня власти. Ты об ордене древних? Похоже на то. Один Сакс Вигмунд из их числа. Он отнял у меня мой город и оттеснил нас в эти болота. Сейчас мы узнаем, что за орден древних, но это, видимо, потом тамплиеры будут. Они мне нужны, чтобы отбить Грентебридж. Расскажи мне о них. Или связаны с этим. Мои лучшие люди. Бирна, Гален, Лив. Они мне ближе, чем родичи. Если я отыщу их, и мы возьмем город, я смогу назвать тебя другом? Если ты сможешь все это, зови меня как хочешь. Оу, Так, ладно, а как пала Грентебридж? Грентебриджа. Грентебридж. Вигмунд отнял у нас город. Не знаю, как ему удалось, но это ненадолго. Я не сдамся. У него есть сторонники в окрестностях, но напал он на нас в стенах города. В самом сердце Грентебриджа. Кто такой Вигмунд? И чего он хочет? Он Элдермен, цепной пес старого короля. Он давно тянет когти Грентебриджу. Просто потому, что может. Вигмунд не раз пытался сместить меня. И теперь добился своего. Нужно найти твоих людей. Верно. Осмотрим реку, поищем там их дракары. Если поспешим, успеем найти их раньше, чем волки. Туман больше помеха, чем подмога. Нужно осветить путь назад. Пошел освещать путь назад. Все. Уху. Так, по поводу того квеста с ключом. Да, кошку, естественно, найти надо. То есть там она должна присутствовать. Освещаем путь назад. Собираем все, что можем. Так. Ключ от двери в Мидлоте. Мне осталось жить не больше пары часов. Можно умереть и здесь. Я полюбуюсь заходящим солнцем или даже звездами, если протяну до ночи. Некоторые говорили мне, что страшатся умереть в одиночестве. Но теперь, когда я пишу эти слова, становится ясно, что бояться нечего. В конце концов, мы все отправимся в последний путь в одиночку. Никто и ничто не пройдет его вместе с нами. Тому, кто найдет мое тело, я оставляю ключ от своего дома в надежде, что мои пожитки не будут лежать без дела. Пожитки. Где бы их найти-то, эти пожитки? Долго и жарко гори, яркий волк ветвей. Соми назад верни клены битвы скорей. Стоп. Ого. Ну так-то неплохо. Раскидала ты их. Знаю, о чем ты думаешь. И о чем же? Глупо обшаривать болото ради нескольких человек. Ты сказал, это лучшие твои люди. И они нужны, чтобы взять город. Ты думаешь, это глупо? Я-то нет. Так почему должен я? По-моему, ты из тех, кто ценит одиночество. Ты сам по себе странник. Да не, какой я странник. У тебя просто средства. Но эти люди не просто воины. Они моя семья. Это, походу, и есть тот дом. Ближе родичей. Я уже потеряла свой город. Не могу потерять и их. Понимаю. Если твои люди еще живы, мы их найдем. Причем капитан еще достойный
назначение капитана, так как, смотри, вместе пошли. Хурюшку поймал, друзья. Прям истинный охотник. Так, а куда я тут шел-то? Я отметку вроде поставил. Все, ладно. По этим бегать. Хотя, с другой стороны, а че нет-то? Че не побегать? И насладиться. Пока многие молодые викинги только вступали в великую языческую армию, некоторые уже были среди ее предводителей. Сома одно из таких исключений. Молодую самскую женщину считали чуть ли не младшей сестрой Убы и Гутрума. Благодаря своей искушенности в военном деле и торговле она стала идеальной ярлсконой для Гринбриджа. Я вообще у меня потек. Так, ближайшие цели до Сома. Это я понял, у нас навыки. Да, чтобы ярость берсерка получить, тут надо освоить. Тут надо освоить. Двуручным мечом коротким. Но это потом надо смотреть. Двуручные мечи. А, кстати, я таскаю. У меня вообще лук волка, шлем ворона. Все ворона. Я даже не таскаю ничего из медвежья. Хотя по навыкам написано, что я вот набираю. Дает бонус к мощи снаряжения пути медведя. Заметили? А я ничего такого не беру из медведя. Ну, если только что оружие, вот. И то тут все ворона. Можно мне какую-нибудь? Можно руну поставить. Нету еще рун. Вероятность критического удара типа возрастает при полном комплекте. Тут улучшение. Тут улучшено. Изменить руны. Они все одинаково. Конечно, возьму бонусы. О, родныка. Кого-то там. Все, брат Мурзик тебя поймал. Да, Мурзик, блин. Кого поймал, того к миске ведет. Мурзик, иди, тут мышей много в игре. Приветствую в Вальдхейме. Че, котень? Мои глаза на месте, я бы показал его красоту. Интеллигент мышей не ем. Мана, прогуляйся со мной по этим волшебным землям. Потом, отец, прогуляемся или кто там. Все немножко позже. Что-то не так. Тут чума, что ли? Даже, по-моему, какое-то опасное место. Рядом ловушка. Что-то какие-то клетки, короче. В итоге надышался какой-то дрянью. Не знаю, что это.
Для меня еще, знаете, как это все в новизну, непонятно. А где моя добыча-то? О! Трындец, утонула, что ли? Или караси съели? По идее, она не должна утонуть. Зайца. Полночь косили. И при этом... Фига себе. Да я зайца хотел поймать. Какие же вы настырные ребята, я зайца стрелял. Тут моя добыча, понимаете? Ах ты. Зайчика ловил. Так, ладно. Опа, а что это у нас? Опа, стоять. Это какой-то некий лагерь. Ты чё там хулиганишь? А что ты хочешь делать? Так, ребята, 2 минуточки, с вашего позволения. Продолжим сейчас обязательно. Я подышу прямо сейчас, хоть поздоровкаюсь там. Что-то тут Данил. Эх ты, Данил. А. Вот, все нашел. Типа бесплатные игры, там пишет комментарий, я думаю, что такое-то приходит. Сейчас, ребят, с вашего позволения продолжим. У нас еще с вами есть немножко времени в запасе.
Что, он нас хочет убить, что ли? Смотри, он меня обнаружил. Эй, ты. Шуметь. Конечно, нет. Мы сейчас... Убежище в Сахаме. Вояка. Эй, что? Не жди пощады! Помоги мне! Блин, забываю, что альт. Стрелы кончились. Ну и кто здесь дикари? Придется взять все в свои руки. Не пошло, я понял. Ну что ж ты блочишь-то, ну? И как мне его убить? Мерзкое отродье. Ты можешь вылезть-то сюда? Хорош там у двери-то стоять. Бродячим псам тут нет места. Вообще здорово. Ага. Друзья, а у меня нету покушать, у меня вообще ничего такого нету, ни припасов, а как мне быть? Все как... О, может быть здесь провизия будет. Вот эта двоечка, я вообще не разобрался, как ей действовать. Надеюсь, что в Линкольне все благополучные селяне собрали обильный урожай. Пишу тебе из соседнего Шира, Гриндебриджа, где мы обустроились на болоте. Мы начали возводить укрепления, заручившие поддержку монахов из местных монастырей. К счастью, эти благочестивые люди сделали правильный выбор и не решили погибнуть напрасно. Мы отправили их к тебе. Когда они закончат трудиться, здесь пусть, короче, там союз какой-то некий. Штаны охотника. Так, что за штанцы охотника? Урон в дальнем бою временно увеличивается после последовательных попаданий, после увеличения скорости. Пустая ячейка. Я не знаю, но они, по-моему, получше в любом случае. Возрастает броня при снижении здоровья. Так. Опытный воин, который бросил военную службу, нашел новое применение своим навыкам. Грабеж. Ага, такие бойцы. Это вот, это, короче, бандиты. Зафиксировал. Чтобы отличить часть одного комплекта доспеха, почитайте описание подробней. Да уже поставил, что получше вроде бы как.
Да отстань. Хе-хе. О, поросеночка тут задавили. Умоюсь твоей кровью! Одна стрела. Опа! Я в масле. Я больше не буду. Так, с вышки этот слез. Человек-отряд. Эй, что? Нет. А как? Все. Тебе не поможет. А ты спускайся. Остановись! Убейте шапку! Хорош кидаться, у тебя там камней бесконечно, у меня стрел нету. Она меня видит еще при этом. У меня никого. Так, где-то он там, он последний. Да, колчан стрел нужен, как ни крути. Эй, беда! Получены сокровища. Где? А. Что ты видишь, Сюнин? Сёнин, ты что-нибудь видишь? Сёнин, хоть какую-нибудь птичку подстрелить. Ничего не видит Сёнин. Так, хорошо, ладно. Да, предположим, что здесь некая избушка, в которую надо зайти. Я заходил вот сюда, да? Здесь у нас только письмо. И серебряная монета. Вот они, стрелы есть. А вот и провизия есть. Отлично, вон еще стрела. Благодарствую. Но там противников много. Очень много. Не точно здесь? Я здесь.
Ты идешь? Что-то там выцеливает, высматривает. Клевер. На удачку. Или на прокачку. Давай, следующий. Опа. Следующий. Ух ты, громко. Пока те не видит. А они там заканчиваются? Мне вообще интересно. Прачник пошел. Пора уходить. Хотел сказать, пули свистят, но тут вообще не пули. Это дракар Галина. Он верно голову потерял, раз забрался сюда. О, Сома. Где что была-то? Сдохни! Забыл я этот альт, ты все. Так, ладно, ты справишься. Опа. Утопили. Руна для оружия, железная кожа, хорошо. Что тут еще? А может, эти штуки надо разбивать? Нет. В стихах упоминается Галин. Вельва ему судьба показала, взгляд его ясен, дух крепче металла. Так а как спасти-то? Где они есть-то? Подожди. Мы еще не дошли даже. Сейчас только будет первый у нас. Вес -1. Руна для оружия. Броню пока до сих пор не могу поставить. А здесь вероятность крита, да? Так, в наличии стрела. Легкие стрелы. Охотничий лук превосходный. У меня пока только охотничий, да? Можно еще улучшить. Давай, давай, конечно, чё нет-то? А как там, подожди, стрела-то? А, вот, 18.
Легкий 26, охотничий. Используется лук может нанести больше урон. Короче, охотничий нужен лук. Ну, типа лучше, что ли? Волки окружили кого-то. Нужно быть осторожнее. Волки окружили кого? Давай сохранимся. Салюты всем, ребят. Салют. Локи смеется в оковах. Пожиратели падали. Это не моя судьба. Убирайтесь! Прочь! Волчья ягода или что это? Максимум провизия. Блин, ну как так-то? Эй, Гаррет. Привести в чувство. Галин, у тебя ужасный вид. Что с тобой случилось? Саксы загнали меня в туман. Прямо в логово разбойников. Но слава Фрейру, я увидел их прежде, чем они меня. И ты один остался в живых из всей дружины? Да. Я и сам-то едва жив. Но милостью Одина и Фрей, мои воины будут пировать нынче у богов. Мы разбили лагерь поблизости, там горит огонь. Это сыроежка, друзья, это не лисичка. И Эйвор, найдем остальных. Я пойду в лагерь. Встану на ноги сам и позабочусь об остальных не хуже самой Фрей. Все решено. У нас еще есть тут 2 точки. Галин серьезный человек. Верно. И он чтит богов. Носит их в своей голове, как дерево носит ветви. Оттого его ум тяжел. Но нам легче жить, зная, что боги к нам благосклонны. По-моему, туда пролезть можно, если я не ошибаюсь. Ага. Так, и вторая какая-то отметка, стоп. Клык волка. Потихонечку эти трофейчики тоже подсобираются. Это кто? Бобры? Зайцы, зайцы. Я извиняюсь. Хворь напала после сыроежек. Так, я, кажется, понял, как. Мы немножко отодвинули, бьем ящик, потом двигаем в другую сторону. Подожди, не мешай. Все, понял.
Так. Я сижу без дела уже больше месяца. Вигмунд не ответил мне на одно из 6 моих писем. Как он мог оставить нас здесь? Он же знает, что разбойники не дают нам покоя. Может, он считает, что мы не заслуживаем помощи? Почему? Вот так вкладываешь в душу в эти земли, стараешься ради ближнего своего, и что в итоге тебя бросает? Угу. Ладно, у нас на очереди второй. Если прямо по дороге идти. О! Без приглашения. Ну ладно, это волк. Такой он долго замашистый, конечно. Осмотрись, Сюнин. А, ну вот, видимо, это и есть 2 лагеря, там, где бандиты еще орудуют. Здесь мне точно не рады. Там группа пленников, данов. Так, стоп. Группа пленников, данов. Да где? Дай сохраниться, подожди. А то потом у этих волков неохота опять лупить. Фух-тух. Фух-тух. Хорошо, хорошо. Я тут. Вместе мы справимся, друзья. Не торопись, не торопись. Ты куда пошла-то? Встреть свою судьбу. Не сдаемся. Ты поплатишься. О, бежит. Ни черта не видно. О. Освободите. От дракара на мели мало проку. Внезапно. Ага. У меня был нелегкий день. Так что позволь. Смотри сквозь туман, Лив. Видишь свет? Это наш лагерь. Мы вернемся, когда найдем остальных. Недолго тебе осталось. Прямо в лагерь. Когда вы вернетесь, будем готовы поднять парус. Погоди, погоди, тут еще есть пленники. Спасибо. Спасибо. Лети же, Сюнин. Не, вообще ничего не вижу. Только... Сёнин.
У тебя же вроде зрение-то зашибись. Где тут? Кто тут? Вон. Сундук тут. Лив и Галин не ладили, но с тех пор, как мы взяли Грентебридж, стали друзьями. Что, у них старые счеты? Вроде того. Каждый считал себя моим главным помощником и ненавидел другого. Но семья не конюшня, чтобы вечно состязаться. Соперничество может рассорить родных навеки. Но... По-моему, правильно, да, путь? Да, и налево через реку. Птица. Поплыли. Крокодилу, благо, тут нету. Такие мокрые. Как бы вас так запечатлить-то? Хороший такой, ну. Чат сети. А, это показано Uplay, наверное. Осмотрись, Сюнина. Да, походу это и есть лагерь. Так, ладно, друзья, я смотрю, что-то это самое. Подзалипаем. Буду я, наверное, сегодня заканчивать. Завтра надо рвать... То есть не завтра, а сегодня рвать на флюорографию в больницу. Встретимся завтра, да, на прохождение Assassin Valhalla. Кто там орет? Что-то орут, все орут, Valhalla. Вот, спасибо всем, кто забегал. Спасибо всем, кто поддержал, кто посмотрит. Хорошего вам настроения, хорошего вам дня, не болейте. Встретимся завтра. Всем удачи, добра и пока. Пока, да. Ну тихо ты, не гремей. Пока, и греметь начала. Я еще стрим не закончил. Пока.